Так, друзья, всем привет! Вы на канале Байлстрим. С вами Михаил. У нас сегодня плановая трансляция. Стрим прохождения по игре Assassin's Creed Odyssey. 16 серия, да, тем не менее. Приятного всем просмотра, хорошего вам дня. Отличного настроения. Так, мы с вами добрались. Что-то выполнял очень много квестов. И в итоге мы дошли до найти сведения о своем настоящем отце. То есть потихонечку выполняя, да, качаемся и так далее. У нас, опять же, есть множество других квестов. Это убить, найти, в общем, какие-то 2 статуи еще. Убить каких-то Артемиды, как там, охотница Артемида, по-моему, да. Убить там каких-то быков, львов, кабанов. Вчера мы с вами культистов понаходили, поубивали, и я получил сет талии, это к отравлению. То есть поставил тут к мощности отравления. По возможности где-то можно. Тут к длительности отравления, а тут к мощности. Ну, как-то так вот. Так, а это что такое? Убийцы. Почилим с вами сегодня сколько сможем. Ну, я рассчитываю до 5 часиков. Так что располагайтесь. Урон воина, охотника и 4 урона. Ну да, так-то бустит, только убийца не бустится. Так, это у нас что? Урон убийцы нет. Тут какой-то я меч нашел. 50 к урону и 100 здоровья для прирученных зверей. Но это надо перк брать. Копье. Вот, по культистам. Что у нас по культистам? Этого где-то на арене, остальных я пока, правда, без понятия. Вот еще один. Но это 49. Вселился в общество Гетер. Гетер — это жрица эти любви, как там? Изгнанные, в общем, женщины, как в каких-то храмах. Я не знаю, чем они там занимаются. Любовным или каким-то там искусством. Олимпийский чемпион. Но это потом. Я думаю, что мы и так много с вами понаходили. Давайте вот попробуем узнать, да, про своего отца немножечко. Тира. Да, уровень у нас сложности кошмар. Древние руины. Откуда они здесь? Откуда они здесь? За башней. Сейчас узнаем. Здесь только табличка. Что же там сказано? Во время осмотра Значит, свет, минойских... ключ. Свет — это ключ. Минойских развалин мне попалась запись о неком входе. Так, телефон. Катюнь. Так, по завершениям перевода стало понятно, что найденная мной зеркала — часть механизма. Достаточно было разместить их определенным образом в развалинах. Открылся вход. И в развалинах открылся... Так, ведущий под землю. Оказалось, в пещере есть проход в другое место. Завтра я узнаю, что там закрыто. Зеркала — это часть механизма. Так, зафиксировал. Погоди, а это как ты? Ага, понял. Ну это типа как на какую-то кузницу, опять же. Открыто. Надо свериться с табличкой. С табличкой. Что найденные мной зеркала — часть механизма. Достаточно разместить их определенным образом. Я не знаю, что это. Где тут таблички-то какие? Закрыто. Надо свериться с табличкой. Я попробую, типа, день, наверное, подождать или что-то такое.
все равно закрыто. А, вон они, некие зеркала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Там 6 зеркал. Сейчас, да, попробуем открыть точку синхронизации и будем разбираться, что там с зеркалами. Ну, опять же, если там 5, сколько я там, 5 штук насчитал, 6, а вот еще 2 зеркала. 3. И одно, причем из них валяется. Ага, тут двигать вниз. Нормальный ход. То есть выходит, значит, это должна бить в ворота. Это должна принимать сверху. Ну, я так чисто сейчас теоретически смотрю. Далее. Какая-то из них тоже должна улавливать. Ладно, это все механизм. Пойдем посмотрим, где у нас вообще луч света. Короче, каким-то образом надо, я так полагаю, сюда луч направить. Он там и в ворота, чтобы направил, да? Пойдем смотреть, что там сделать. Авось получится что-нибудь такое придумать. Так, а зачем тут эта палка? Получилось. О. Уже получилось? Так я нифига не сделал. Так, ладно, давай прикинем. Так, разбил. Чего-то там. Пошел свет. Свет идет туда. Отражает туда, потом туда, этот туда, этот туда. Так, там вроде тоже все нормально. Свет идет. А, вот еще тут надо, походу, разбить. Кто тут? Миша, привет, привет всем. Привет, Максимилиан, привет, добро пожаловать. Располагайся, хорошего дня. Кто тут? Змеи, понял. Так, а это куда у нас должен луч падать? Давай посмотрим. Ага. То есть вот эту штуку отодвинуть. Так.
Это я отодвинул. Теперь получается это, что ли, двигать? Ну как... Вот на эту дистанцию здесь разбивать, понял. Кажется, оно стоит правильно. Стоит правильно. Кажется, оно нифига неправильно стоит. Я туда получаю какой-то? Да, я туда получаю. Значит, реально все правильно. Ох, тут, блин. Сюда, туда. Опа. Полетел, полетел. Змею, видимо, поймал, это, которую я убил. Так, теперь надо здесь как-то это все разобрать, да? Эта штука должна... вниз подать свету. С солнечного луча. Давай эту, значит, сюда. Но это я перекрыл. Ну да. Так, стоп. Чисто эти пятнашки переставляю так, наугад. Возможно, сюда надо вот это зеркало поставить. Возможно. Сейчас разберемся. Потому что... Стоп. А что это? Она двигается только сюда или туда. Вперед или назад. То есть... Вот, как-то так. А теперь к двери. Все, что ли? Что-то замастерил, друзья. Оказывается, не все надо двигать. Так, посмотрим, что за... Так, ну давай, батя, где ты? Это, блин, застрял. Что там, область исследования? Какие у нас тут дела? Пошел. И все. А тут дайте кусок. Что это такое? Ага. Сохранись перед лавой, когда вовнутрь попадешь. Лава? Жестко. Да, спасибо. Есть контакт. Чего бы отцу быть здесь? Чё бы отцу? Ну, потому что он, видимо, какой-то... бог?
найти своего отца. А здесь жарко. О, все, раздевайся, сейчас будем потеть. Сейчас будем потеть. Неужто у него тоже Кратос отец? Не, ну отец Смотреть под ноги. Кратоса вроде как отец этих Аида, Зевса и Ареса. Сбивай огонь! Скорей! Я понял. Это было интересно. Так, сейчас, секунду. Немножечко вот так вот веб поставлю. Так, раз, два, три. Я сохранялся же ведь. Не понял. Я что-то удалил сохранение, что ли, просто? Да ладно. Нет, нет. Хлеб. Нет, я вот тут сохранялся, все правильно. Перезаписать, новое, сохранить. Смотрю, неплохо ты прокачался. На 30 уровне наемнику 50 уровня уносил. Но это жестко, нет, это не для меня. Я такой игрок стелсовый. У меня, кстати, таланты, Максимилиан, так и не открылись, про которые там что-то вы спрашивали, я имею в виду способностях. Что-то куда-то вниз, говорят, листай. У меня нету такого ничего абсолютно. Может, я говорю, это какой-то DLC, видимо, нужно. Надо смотреть под ноги. Так. Нет! Души! Я, в общем, не понимаю, куда тут, с какой стороны бежать. Стрелку попробуй вниз сделай, когда способности зайдешь. Так, а я в том и дело, что делаю. Смотри, сейчас покажу. Не, он будет все равно сохраняться отсюда. Вот, способности. Вот, мышкой я вообще в сторону убрал, вот руки. И вниз. И S кнопка, и просто вниз, и ничего. Абсолютно. Ни скролл на колесике не работает. Ни вниз, ни вверх не двигается. Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. Так, это кто у нас? Да Ричард? Или Мишаня? Сейчас прогрузится. Да, тихо-то. Отдай. Вот, да Ричард. Угадал. Привет, привет тебе, дружище. Располагайся. Хорошего тоже дня. Где пропадал? Как ваши дела? Я лау через способность проходил боевой ключ Ареса. Он самый меньше, чем Линк, больше, чем... А что у нас дает? Подожди, ключ Ареса. Сейчас попробую тут еще сохраниться. Там что-то типа какое-то время, по-моему, ты бессмертный или что-то не получаешь урона, да, если я не ошибаюсь?
приступе божественной ярости все атаки наносят больше урона. На 20% больше урона в течение 10 секунд, пока длится ярость. Все вражеские атаки не смертельно. Ну, это ты молодец, а? А я На работе. Дела нормально. Работа, говоришь, да? Ну, Ваши как ничего. наша Д. Ричард ничего. Но у нас... Тихо-тихо, пятки, пятки. Ай-яй-яй. Алло. У нас дома девочки две приболели ковидом. Коронованная, говорит он, жена. Теща и жена, короче, с короной. А мы с Лехой Место. не получили коронацию. Придется нырять. Сейчас нырнем, подожди, я сейчас сохранюсь. Я сейчас буду каждые 5 минут сохраняться. Вот, как так. Пошел, пошел, пошел. Еще такая же лава будет. Блин, опасно. Ну это кузница, да, некая? Или нет? Похоже. Вот это да. Подожди, это зал Ису? Нет? Ну, создатели похожи, по крайней мере. Что-то я не просусь никак. Я, сори. Вчера в Ходс поиграл. Надеюсь, без серьезных проблем корона. Не, как это самое... Там серьезно, ну как не серьезно, серьезно, не серьезно, я не знаю. Короче, ну я говорил ребятам тут. Сын заболел, я заболел, теща, потом жена. У всех одинаковый симптом, абсолютно. У нас тесты все с сыном и быстрые, и такие, ну там на проверку отрицал его, а теща с женой прям сразу показала. Вот так вот. У всех симптом такой, что поясница и ноги крутит, поясницу крутит, ноги крутит, прям, ну, знаешь, как при температуре. Температура держится. Соплей такого, кашля нет. Ну, я подкашливаю чисто из-за того, что я не могу проснуться еще. Кофеек, сигареты, это вот мое. И заложенность ушей. Прям как будто, блин, вакуум такой. У тещи то же самое, у меня то же самое. Я не знаю, как там. У сына он сидит, играет до сих пор. Я в том плане без поражения Есть кто? легких. Ну мы пойдем проверяться. Нам уже сказали, после как отсидим, пойдем проверку делать. Это флюорография. Всей толпой. Ну, кроме сына, конечно. Икар? Предатель. Здравствуй, Алексиос. Приветствую в Атлантиде. Пифагор. А вот посох-то. Не может быть. Но это же миф. Многие тайны мира скрываются за мифами и легендами. Икар, говорит, предатель. А как он сюда попал-то? Меня зовут Пифагор. Я твой отец. Пифагор? Не может быть. Ты Умер красавчик. много лет назад. Да, почти век назад, если ничего не путаю. И все же, вот я здесь, перед тобой. А Икар тогда? Мой старый добрый друг. Он присматривал за тобой. И вот ты здесь. Мой старый добрый друг Икар. Пифагор. У меня вон дядя тоже короновался, хотя привитый и уже болел короной. Это мы тоже привитые, в том-то и дело.
Стой, я, короче, подожди, сейчас я немножко в лорд войду, я что-то потек. Пифагор, оказывается, полубог. Вот у него, он держит этот тот самый посох, о котором нам говорил этот, как его, Гермес, по-моему, да? Или нет? Или Гермес отдал... Блин, сейчас бы вспомнить эту сцену, где они у льва встретились. Кто у нас этот бог торговли? Гермес? Пифагор? Ну, точно, что не у Пифагора посох должен быть. А у Гермеса, по-моему, или кто-то там. Я пришел за своей судьбой. Ну, короче, ладно, давай посмотрим, а то я сейчас буду гадать. Я здесь, чтобы встретиться со своим отцом. С тобой. Это не воссоединение семьи. Решается судьба мира. Так зачем я здесь? И что я должен сделать? Расскажи мне. Здесь хранятся знания, могущественные. Атлантида, затонувшая Атлантида, да? Если они попадут не в те руки, человечество ждет гибель. Нельзя, чтобы это место нашли. Нужно навечно отрезать Атлантиду от остального мира. Я ничего не понимаю. Я воин, а не ученый. У всех есть предназначение, Алексиос. Твое — помочь защитить тайны Атлантиды. Атлантиду надо защитить от всех остальных. Что он здесь делает, Пифагор? С посохом. Что он здесь забыл? Ну, я сначала зашел, подумал, что это вообще здесь эти создатели, короче, жили. Ну, как они себя здесь называют? Иссу. Оказывается, это Атлантида. Может, это как-то все связано. Так. Ты прав. Греков нужно спасти от них самих. Прежде всего, верь в себя. Ты многое можешь. Постараюсь. Все нужные мне ответы здесь. Чтобы добраться до них, нужны особые артефакты. Я должен найти артефакты и вернуть их в Атлантиду? У меня есть сведения, которые облегчат тебе поиски. Это могущественные предметы. Они порабощают умы слабых и обладают собственной волей. Я верну их, но у меня еще есть вопросы. И я отвечу. А пока возьми. Это фрагмент ключа, что поможет тебе найти артефакт в Биотии. Мой союзник сейчас как раз ищет второй фрагмент. Союзник и в Биоте. А, Пифагорит. Круто, круто. Нет, серьезно, круто. А Миха меня подколол, говорит, Зевс. А, вот, кстати, я смотрел немножко, может быть, тоже смотрели. Какой-то канал занимается историей вообще вот этого ассасина. Я посмотрел, малеха, начало вот этого лора. Как она? Лили или Лили? Она работала на Абстерго из фильма типа... Ее наняла дочь главы Абстерго. Потом она оттуда ушла. Типа девчонка очень занимается всякими знаниями, науками вот этими и так далее. Это, как я понял по лору, это психолог или психиатр в Абстерго там кем-то, в общем, помогала. И она, походу, ну, типа, ищет это все дело. Вики, здесь Атлантида. Атлантида? Проверю показатели. Ты бредишь. Мы ищем артефакт Ису, обладающий сверхсилой, а тебя волнует это? Лили, говорит, это Лейла Хасан, вот. Пифагор Лили дочь, по-моему, звали. в году до нашей эры. Значит, мужчине в пещере почти 150 лет. Что поддерживало его жизнь так долго? Жезл Гермеса Трисмегиста.
Гермес отдал посох Пифагору, получается. Жезл Гермеса какого-то там. А я думал, что Пифагор кому-то отдал. Получается, Гермес отдал Пифагору. Мисс Хасан, вы правы. Я помогу все собрать. Да, поспешим. А Хасан вообще, да, смотри, копье, все там, этот. Да, и еще, как там рассказывали, что она создала вот это Хасан Анимус, типа на Абстерго. Вот это погружение, матрицу некую. Я добралась до места. Цепь пещер, которую мы обнаружили, подо мной. Снаряжение в норме. Готовлюсь нырять. Лейла, ты ведь не знаешь, что внизу. Вдруг акулы? Смотри, наши дни. Мы будем следить за Абстерго. Удачи, Лейла. Что ж, я спускаюсь. Где-то там вход. Я найду его. А, у нее хорошо дыхание, смотри. Должно быть, это вход. Вы еще слышите меня? Что-то Круто. вы примолкли. Да, слышим. Ладно, просто здесь ужасно тихо. Ты не одна, Лейла. Мы наблюдаем за тобой. Ты молодец. У меня сейчас какое-то кино ассоциация вызывает, когда они по пещерам плавали, а там акулы их. Между прочим, я Да. не могу быть полезной. Я много знаю о Древней Греции. Вы слышали, что минойцы построили в Закросе огромное кладбище, долину мертвых? О, смотри, вулканические эти штуки. Алана, если я умру, назови это место пещерами мертвых. Ладно? Конечно. Судя по звуку, Эй! она в акваланге. Нет, она через маску, и у нее какой-то, видишь, баллончик дышит. Просто представляете, да, вот в наши дни такую штуку найти, ну это ж вообще... Я имею в виду вот эти развалины в саму пещеру, ну это ж вообще офигеть. Вот сейчас мы пойдем и увидим какое-то такое чудо света. Побежала. Я буду В скучать. наши дни уже все затоплено. Нравился вид. Скучать? А вернуться нельзя? Ты не читала отчет Киоси? Там побывали Абстерго, он рассекречен. Нет, я же исследовала Тиру. Киоси, ты в порядке? Ну да. Я забрал снаряжение и наблюдал за происходящим издалека. Киоси Тиру это тоже ассасины, по-моему, да? Да, флешку, которую ты... Я там читал как-то файлы. Хитрюга. В Абстерго нет дураков, которые рискнут вставить ее в компьютер. И не нужно. Внутри нее мой RFID-передатчик. Ничего, смотри, да? Вести его к терминалу, скажем, в кабинете на... Не изменилось. И бах! Акваланги, говорит. Да ну, пустяки. О, я не ожидала такого совершенства. Как они это построили? Все бы отдала за инструменты ИСУ. Инструменты ИСУ. Слушай, я, короче, тогда вообще не понимаю. Создатель Юнона, там, мужик и женщина какая-то, да, а сейчас она говорит про ИСУ. То есть они, может быть, этих всех богов, вот эту Гермеса, там, Аполлона, тоже к ИСУ всех приравняли, да? Не похоже на Египет. Общие элементы есть, но... Для начала неплохо бы снять гидрокостюм. Так, я надеюсь, что игра не закончится на этом, а то там у нас еще много заданий с вами. Получилось. Лейла, Альтаиру 2. Я внутри. Камера работает? Да. О боги, Лейла. Атлантида. Как самочувствие? Не тошнит от смены давления? Я в норме. Здесь просто потрясно. О, это пирамидка.
Думай, думай. Должен быть способ. Как-то же они открываются. Я возвращаюсь в Анимус. Алексиос покажет мне, как ему удалось попасть внутрь. Хитрая. Я в матрицу, говорит. Сейчас бы нам такой анимус. Так, что мне делать с тобой? Времени мало, но у меня есть вопросы. Думаю, их накопилось немало. Блин, у меня все на языке, это Гиппократ, а это Пифагор. Вот, давай расскажем, Хочу узнать о своей семье. что случилось. Сентиментальные и эмоциональные связи между людьми всегда мне докучали. Я знал, что Мирин привяжется ко мне. Не, а как ты хотел-то? Чё, просто смычок побаловать смычком, точнее, и все, что ли? Что нужно культу от нашей семьи? В нашей крови кроется ключ к тайнам Атлантиды Во. и к тому, как обуздать древние силы, что здесь сокрыты. Так им нужна кровь? Нет, им нужна власть и уничтожение тех, кто им не подчиняется. Ты ставишь под угрозу их планы, ведь ты можешь им противостоять. Им не удалось уничтожить меня. И подчинить не выйдет. Если ты всегда был здесь, как вы познакомились? Мы потомки тех, кто построил это место, как и ты. Мы знали, что обязаны сохранить наше наследие. Мы потомки. И решили создать меня. Если можно так сказать, да. Так почему ты оставил нас с матерью в Спарте? Я и не собирался растить тебя. Нашим долгом было продолжить древний род и убедиться, что кто-то исполнит предначертанное, когда придет время. Ты мог привести нас сюда. Ты бы остался без подготовки. То есть им вообще как-то, ну, пофигу. Я узнал все, что хотел. Главное род продолжить. Расскажи об Атлантиде и своей работе. У меня нет времени, чтобы объяснить хоть талику того, что я узнал. Все, что я могу предложить сейчас, лишь намек на знание. Намек на знание. И что же ты здесь изучаешь? Все, что есть. Историю первой цивилизации. И О. культуру, науку. Эти знания изменят судьбу людей. Наступит эра просвещения. Только боги способны влиять на судьбы людей. Они и были богами. Живыми богами. Это место похоже на гробницу. Как ты сумел прожить здесь так долго? Артефакты обладают немыслимой силой. Жезл поддерживает мою жизнь, и я изучаю это место. Жезл поддерживает, а потом пошли серии типа Ассасинов, Плащаницу Эдема, Яблоко Эдема. Такие уже, знаете, менее маленькие артефакты. Атлантида, значит? Так что это за место? А тут копии, посохи. Здесь был город. Еще до того, как появились первые поселения людей, здесь жили мудрые, могущественные существа. Это могла быть библиотека, где древние хранили свои знания. На этом все. Так, что за артефакты? Что мне делать с артефактами? Помести их в соответствующие стелы. Это озарит путь к ответам. Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут.
Вот такой вот у него чудо-посох. Так, а у меня вообще, что там, трансляция-то идет? Ой, чат появился. Залипает, да, иногда чатик. Я не знаю почему. Именно вот в диалогах, если мы сидим, какой-то идет, я именно такая сцена. Ну ладно, ладно, продолжим. Идет. Да, заметил, он прогрузился. Спасибо. Так, ну и что? Они лучше пустых слов. Пифагор. То есть мы узнали, что это некий город. Как он сказал, могут стать библиотекой, где жили какие-то, ну, цивилизации могущественные. Возможно, там и жили эти создатели. Или какая-то часть создателей. Что это такое? Эта запись должна была рассказать о копье Леонида. Но ты и так знаешь о копьях все. Люди используют их более 100 тысяч. Алатея? По-моему, это создательница Юнона, Алатея. Алтея, как она? К несчастью, это результат вмешательства предтеч. Искажение биологической программы. Гибриды, порожденные сращением артефактов и плоти. Так. Можно еще что-нибудь? А предмет, известный как жезл Гермеса Трисмегиста, этот жезл ничем не отличается от других. Это опора, посредственное оружие и символ власти. Жезл Гермеса. Так, а сюда артефакты нужно вставлять. То есть, которые я должен найти, да? Неудивительно. Предтечи любят, когда их считают богами. Сотворение существ этому способствует. Древние греки описывали так называемых мифических существ. Но на самом деле не все из них мифические. Мифических существ, это вот как раз испытание. Это, наверное, вот это вот то, что там лев, там антилопа, бык. Лишь самовлюбленные предтечи могли превратить столь простые предметы в артефакты, державшие в страхе две цивилизации. Мы молодцы. Ага. Красавчики. Я уже 10-ю серию прохожу. Просто красавчики. А еще 11-й предстоит. А там еще 12-я выходит полноценная часть Ассасина. А мы, говорит, молодцы. Так, туда, значит, ты говоришь артефакты. А я думал сразу вот сюда вот артефакты, честно говоря. Мне нужно найти подходящий артефакт. Артефакт. Так, а тут? Мне нужно найти подходящий артефакт. Неужели у меня ни одного куска нету? Мне нужно найти подходящий артефакт. Какой-то глаз. Мне... Мне кажется, что вот сюда надо артефакты вставлять, а там типа библиотеки. Ну это как по мне, я не знаю еще. По поводу прокачки, да, тут пару стримов проводил. И нормально прокачались, там за один стрим брали по 2-3 уровня. Постройки предтеч часто предлагали знания людям, которые их посещали. Ты уже понимаешь, что это делалось не из щедрости. Один из сильнейших источников влияния исчез в моем времени. Власть Юноны была огромна. При ней я ни за что не смогла бы отправить эти послания. Алатея, да. Юнона Алатея. Мой народ часто пытался использовать людей в своих целях.
К несчастью, нередко это удавалось. Здесь готовилась отправная точка для симуляции новых вселенных. Увы, нельзя создать лучшее будущее, не признав ошибок прошлого. Отсюда выбираться надо, здесь ничего не сделаешь сейчас. Нет, я просто слушаю, мне интересно. А здесь тебя ждала история об этом нерукотворном памятнике предтечам. Они хотели, чтобы вы помнили этот остров, сколько бы названий он ни сменил. Тира, Калиста, Атлантида. Тира, Калиста, Атлантида. Предтечи гордились этим безобразным местом. Это нерушимое хранилище собранных ими знаний. Понял. Так, да, отец. Короче, смотри, что я понял, да, так типа по поводу семьи. Ему типа было вообще все равно наплевать, ему главный род продолжить этот, ну, божественный, чтобы полубоги, короче, были. А что ты, говорит, меня сюда не забрал? А ты тут ничему не научился. Ну, когда придет время, ты придешь сам сюда. Вот он пришел сюда. Ну, как правило, вообще дети продолжают деятельность своих родителей иногда. Идут по стопам, так сказать. Может быть, он за этим нас сюда притащил, я не знаю. Еще? Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут. Так, ладно, я понял. Атлантида. Пифагор типа тут как ключник, что ли, некий. А почему именно Пифагор? А где, блин? Пифагор получил посох от Гермеса. А времена этого Посейдона, Зевса были замного раньше, да, наверное? Ну, он же сказал, мы наследники. Понятно. Ладно, немножко мы разузнали. Что ж, давайте двигаться дальше. Ищи артефакт в Биоте, Китере, Лесбосе, Миссаре. Пойдем с матерью поговорим. Вот давно я с ней не общался-то. Погоди, а как отыщите всех глазов космоса и получите? Это комплект же змеи. Или это какой-то некий другой комплект? Я уже получил. Артефакты. Культ космоса доказал как минимум одно: человечество еще не готово к дарам Атлантиды. У Алексиса не было другого выбора, кроме как защитить Атлантиду от своего народа и свой народ от Атлантиды. Так. Гефионе. Я пошел в Гефион. О-о-о. Надо узнать, что там с матушкой, помочь, а потом Биотонию и куда там, куда только нас не занесут. Всем приготовиться! Приказывай, капитан! Помедленнее! Додать скорости! Не, ну тут понятно, очевидно, да, что почему и тут про ассасинов-тамплиеров ничего нет вот в это время. Какие тут тамплиеры-ассасины? Тут боги жили. Полубоги. Как-то так. А там, где Хасан, это, как она, Лилия, я все путаю, Лилия, как она там и зовут? Короче, Хасан. Там, да, там Абстерго, там тамплиеры, там ассасины, там все понятно. Да. Друзья, хорошего вам дня. Спасибо всем. Привет всем. Можно сейчас артефакт взять. К остальным нужно прокачиваться. Да мы возьмем.
У меня ж первым делом биатония это. Я сейчас к матери сгоняю, открою, тут просто недалеко. Ну, я имею в виду Смирин, да. Вот, просто тут недалеко. А потом пойдем в биатонию и так далее. А, с артефактом, чтобы получить, нужно прокачиваться. Ну, понятно. Откуда там 52-й, 60 уровень? Короче, батька стоит, охраняет затонувшую Атлантиду. И в Атлантиде, оказывается, жили те самые создатели. Иногда они подчиняли людей. Иногда им это удавалось, а иногда типа нет. Не, ну слушай, батька тоже, да, какой-то вообще лютый, без обязательств, короче. Просто сделал нас двоих, сестру брата, и пошел дальше с этим посохом там сидеть. Житуха. Сиди с посохом 150 лет, охраняй вход. Ну, это 150 лет, пока только Хасан сказал. Может быть, там ему больше, а может меньше. Так, братья-пираты. Да, я проплыл там километров 5, наверное, уже. Я сохранюсь. Открыл зал, оказывается. Не-не, драться нам пока незачем. Так, там спартанцы. Неужто тут, правда, одни пираты? А походу одни пираты. Ля-ля-ля-ля-ля. Там точка, может, открылась какая, не? Ага, открылась. Ребят, ну не надо, ребят. Ну вас там дофига. Не, ну сейчас реально как-то настроение не стоит на это. Баталии ваши. Просто добраться и все. Я сейчас попробую все-таки пехом добежать. Все, мужики, воюете? Я пошел. Пиратский пляж. Опа. «33 богатыря». О. Блин, у меня лук лучше бахает пока что.
А, Миха. Мишанька, здравствуй, дружище. Хорошего тебе дня, располагайся. Туру-туру-туру-ту. Так, стоп. А! Кто там? Выходи, солнышко. Выходи. Тоже, что ли, пиратка? Чё-то она пригнулась. Она меня испугалась. Коса. Коса, по-моему, там с посохом идет. И что она бегает-то? Что бегает, ладно. Все, пускай она тут руководит. Ну, а мы тем временем... Ну, тут, да, на пару уровней уже выше. Сейчас по местной флоре и фауне пробежимся. Люлей насобираем. На Филиппе полетаем. Вперед! Давай, давай! Элла! Да ты что творишь-то тут? Ну, давай на взлет. Пошел. Да ты взлетай, говорю. Давай! Да ё-моё. Не, друзья, что-то сегодня я его не заправил, видимо. Не хочет он взлетать. О, там целый, смотри, какой город. Так этот же город похож, знаете, на что? Реально из фильма, когда этого Кракена он натравил, помните? Как он там, Ахиллес, Персей, по-моему. Кто там катался-то? Сын Посейдона. Ой, сын Зевса. Извините. Найти укрытие. Тихо. Филипп, ты охраняй, понял? Сейчас я подойду. Ну, вспомнили? Вот мне сразу прям показался этот. Куда-то. Стой, какой щит. Филипп, не ходи. О. А что за банда? Ребята, а вы откуда с вас столько много-то? Вы респавните, что ли? Стой, Афина и Арес. Предмет посылки для задания. Оу. А, попался. Бывает. Типа, туда посылку, что ли, отнести?
Обыщите сундук. Ну тут мы, подожди, мы тут прям были. Возможно, мы сейчас тогда добежим, откроем какую-то некую точку синхронизации, а потом быстренько вернемся. Часть странного круглого медальона, на котором изображен легендарный сфинкс металла и исполнение предмет необычное. Лишь половина медальона. А это у нас... Когда-то я боялся других богов, но теперь знаю, что Арес защитит меня. Мне удалось украсть из храма Афины ценность для последователей Ареса и спрятать их далеко, за пределами города. Вот так вот. Убийца крита, адреналину, нифига себе, рукавицы древнего. Да не надо нам, у меня змея, все. Так, это что у нас? Убийца охотника. Короче, да, давай мы это оставим пока квест. Туда можно быстро к лодке тпшнуться, к нашей адресе. И там выполнить задание, обыскать какой-то сундук. А вот назад скакать мне все равно придется, поэтому пока что только вперед. Филипп, стой. Там что-то горит. Или мне показалось? Нет, по-моему, что-то горит. Давай, вперед! Уи! Смотри. Опа. Да мы с тобой еще, брат, в цирк можем попасть. Здесь рядом будет волк Леокон, или ты завалил его уже? Нет, здесь я на этом конкретно острове я первый раз. Я тут никого не валил. А в целом волков очень много валил. Как минимум двоих каких-то точно. Один был связан даже с культистом. Медведи также сколько там завалил. Это не легендарные, по-моему, эти. Ну давай. Как они, звери. Не божественные. А если ты говоришь про какого-то божественного, то супер. Алтари. Так, тут и... мне надо точку какую-нибудь. Я понял, одну точку я уже прошляпил. Тише, тише. Да не торопись ты, не торопись. Так, это дискач. Реально дискач. Такие уже уставшие, видимо, всю ночь плясали. Ну, конь. Ну, хорош. По палаткам, по всему, чему надо. А какой-то камушек перепрыгнуть, блин, у меня не может иной раз. Бей волка, говорят люди, меньше, чем линд, больше, чем. Да, 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 да. Да, согласен. Волк, это задание Дафны. В общем-то, уже наш ушел от него.
Да, я вернусь, я же это самое-то говорю. Вернусь сейчас. Секунду. Волк. Мне точку синхронизации надо было открыть. Не одну и вторую. Волка, говорите, бить, да? Волк, значит. А волк какого уровня? Волк. Так. Сейчас я найду только. Волк 36-й. Еще противный из мифических животных – это гиена. Волк-то не хухры-мухры. Целый 36 уровень. Бей волка. 4 уровня разницы. Хардкор сложность. Ну у меня типа змея, все нормально. Капитан покидает вахту! Типа комплект змеи, да, я понимаю. Я к чему? Мы сейчас можем взять, сдать квест, к матери сходить, квест сдать. Немножечко здесь так пошелудить по карте, а потом и волк пойти побить, чтобы разница хотя бы небольшая была в уровнях. А то смысл-то мне убить, он будет регениться, небось. Что не в себя, и мои стрелы, как я не знаю. Дробинка слону. Ой. Ой. Меня он простой волчок, смотрите, как чуть не ваншотнул. О, задание выполнено. Так, еще противный, так, это гиена. Еще этот поросеночек, я понял. На эти подъемники можно не карабкаться, а использовать крюк для подъема. Царю лучше иди после того, как волка завалишь. Царю? Тут еще и царь есть местный. Да я как-то еще пока не собираюсь волка-то убивать. Пока не тороплюсь. Так, теперь... Вот, Смирин. А главное, с матушкой поговорить. 32 уровень. Волк будет в следующей части Ассасина. Черный такой. Меньше, чем Линк, больше, чем... Вальгалия. Но Вальгалия у них же это... Как она там? Мифология. Я не помню, кельтская или какая она там. Там у них же типа волк проглотил солнце. Здоровый. Какая у них, Ричард, ты не в курсе, какая там мифология? Я просто не знаю. Знаешь, что у них там волк какой-то был? Циклопы, волки вроде. То есть волк. Можно посмотреть по этому, по Википедии, как его там звали. Этого волка. Или луну, что-то, короче, он там сожрал, проглотил. Где-то тут волк, говорите, да? Сейчас точку откроем.
Я бы вообще бы сейчас посмотрел бы в этой биотоне, пока вот мы здесь. Какого-нибудь... Опасно. Какого... Меня не заметят. Да это мы его спасли. Какого-нибудь культиста парочку. Заодно и капицо бы качнули. Надо только понять, где их искать. На арену, на пиратский остров идти. Может быть. Пошел, пошел. Ну, на взлет, брат. Давай. Так, погоди, да, Ричард, а ты же эту проходишь, что? Или ты уже все прошел, ты в Вальгалу попер? Одиссея все, да? Дозор и Лото. Все, стоп, стоп. Так, друзья, надо сделать, короче, паузу в небольшом размере. Кофейку налить. Чайку налить. Вот, дозор и Лото. И мы с вами... Где тут волк-то? Максимилиан, точно вот на этом как я не знаю, полуостровке волк? Не, ну может быть, может быть. Чего подняться? Можно не залазить на... Подняться на... Тут, видимо... Как в какой-то из одной из частей, ага. Одиссею еще не прошел. Но решил Вальгаллу пройти заново на максимальной сложности и попробовать альтернативную концовку получить. Вальгаллу еще не прошел. Вальгаллу прошел, но решил заново на максимальной... Ну, Вальгаллу, я думаю, что тоже будем на максималочке бахать. Друзья, давайте, 2 минуточки, с вашего позволения. Чаек, кофеек и продолжим. Что-то подтормаживает, знаете, но когда захожу на карту вот сюда, то нормально идет. Я имею в виду эти аватарчики. Да, где-то здесь должен быть, посмотри через задание. Но это надо миры персонажа, по-моему, сейчас. Он в северо-западной части полуострова Диоскуров. Его видели на поляне. Диоскуров. Ну да. Да. Видимо, вот он. Северно-западная часть, как раз это левая сторона. Верхняя. Ну да, вот он, походу. Местонахождение открыто. Сейчас, друзья. Найдем чем заняться. Кофейку налью.
Так, ребята, я извиняюсь. Я хотел бы сейчас загуглить и узнать волка. Название, как звали волка. Фенрир, Фенрир, точно. Вообще не Вальгала, а Вальхала, тут я смотрю. Фенрир, в скандинавской мифологии, а я кельтская говорю. Скандинавская, огромный волк. Сын Локи. Враг богов Фенрир ужасно был вторым из детей Локи. Первоначально боги посчитали его недостаточно опасным и позволили жить в Асгарде. Все я с вами. Понятно. Фенрир. Понял, Мишанька, понял. А что Локи. вы обсуждаете? Да мы там про Вальгалу, я все вспоминаю. Вальгала, как она, блин, правильно-то, Вальгала? Волк, который солнце там проглотил этот. Фенрир. Что ж, ты молодец. Полагаю, ветер был попутный? Так. Посейдон единственный, кто не желал моей смерти. Ну, ты был на тире? Ты нашел его? Нашел. И что он сказал? Он сказал, что я должен делать, не знаю, что я придумать, и не хочу об этом говорить. Давай первое. Рассказал, кто я Фенрир, и он что будет должен сделать. Теперь ты знаешь правду. Я не его сын. Скандинавия, скандинавская мифология, надо запомнить. Очень далек от истины. Любовь привела тебя в этот мир. Не думала, что мы когда-нибудь вместе вернемся в Спарту. Спарту. Хорошо быть дома, мои чувства смятения. Мне здесь не нравится. Я много проклинал это место. Дома всегда лучше. Здесь ощущаешь себя дома больше, чем на Кефалинии. Спарта — наш дом. Нужно избавиться от царя-культиста, если мы хотим обрести мир. Что случилось с нашим домом? Николаус там остался, но его уже нет, и я не знаю. Тогда пойдем узнаем. Конечно. Но я хочу кое-что тебе показать. Так. Следуйте. Вот драпануло. Мать, а ты спортсменка, я смотрю. Да волки по мифологии везде были. Где их только не было, да? Так. Вперед! Давай! Но самое популярное было это бык. Не, вот про быка я вообще мало чего там. Знаю. Я про этих-то мало знаю, а про быка-то тем более. Но он предстоит. Сражение с нами. Чё, кого? А, волки напали. Оно самое первое было. Склонись перед Спартой! Ну блин, ну я не хотел вас трогать. Давай! Мать. Тут меня мои же бьют, блин. Убейте не менее 20 врагов внезапной атакой. Но это я пока эти ачивки получаю. Что там, Мишанин, самое популярное было это бык, а оно самое первое. От них не скрыться, как бы далеко я не убегал. Филипп. Братан, надо. Да, догнать. Обоз.
Фобос, говорит. Знаю. Наксос помогал мне забыть. Там я будто заперла Спарту в шкатулку и бросила на самое дно моря. А ты положила туда воспоминания о нас? Хотела. Но для такой большой шкатулки не хватит всего дерева в мире. Всего дерева чего в мире? Куда она меня тащит-то? Мне просто уровень сейчас получить и к этому. Усадьба в Амиклах. И пойти в гости к волчонку. К легендарному. Дом, милый дом. Всегда, да, заходишь домой, присутствие свободы, какой-то защищенности, расслабона. Здесь я научила тебя владеть копьем. О, Промедление лишь ускоряет смерть. Ты запомнил? Как бы я справился без этого? Ты даже спать ложился с копьем в руке. Оно помогало тебе против чудищ во сне. Нельзя встречать Цербера без оружия. Церберу еще. Бедных детей растерзают, нужно им помочь. Алексиос, стой, не вмешивайся. Так спартанцы учатся быть сильней. Ты права, им это нужно. Агоге делает из мальчиков мужей. Вмешавшись, ты лишь ослабишь их и Спарту. Они не помогут Спарте, если умрут. Они ничто для Спарты, если не могут убить волка. Идем. Пора домой. Вот это воспитание, друзья. Вот это, блин, воспитание. Все, что ли? Это бесчеловечно. Вовсе нет. Эффективно. Лучшие станут криптиями, защитниками, ночными охотниками. Охотниками? Спарта не меняется неспроста. У нас есть строгие правила. Спарта правит Лаконией, но живут здесь в основном илоты. Рабы, что работают в полях и на рудниках. Рабы? Они это терпят? Наши поля кормят их, а солдаты защищают. Сначала от персов, а теперь от Афин. Если они забываются, Критии поддерживают мир. О, как. Закон и порядок, ё-моё. Да, но не все. Есть работяги, есть солдаты. И врагов тьма. Ого. Погоди, тут где-то этот. Как он? Точка синхронизация. Далековато. А, это наш дом, кстати, да? Я вот узнал его. Боевое копье. Нигде мне не было так спокойно, как здесь. Дни напролет ты тренировался в этом дворе. С тех самых пор, как смог держать копье. Николаусу было трудно угодить. Он скрывал свою гордость. Но каждую ночь говорил мне: он принесет Спарте славу. Ах, хоть я и ненавижу его, без него я не был бы таким, какой я есть. Он разбил мне сердце. Но сейчас, стоя здесь рядом с тобой, я чувствую, что все можно вернуть. И я. Ты помнишь, как впервые держал сестру? Помню. Я боялся навредить ей и разложил вокруг гору одеял и подушек. Я боялась, что она задохнется. Так крепко ты ее держал. Она сильнее, чем мы думали. Неужто глаза обманывают меня? Хорош. Брасит. Брасит это, который нам помог.
Рад тебя видеть, Брасид. Много воды утекло с тех пор, как я спас тебя в Коринфе. Ага. Я помню другое. Хорошо выглядишь, Брасид. Значит, слухи не врут. Ты жива! Многие мертвецы на самом деле живы. Когда я узнал, что вы вернулись, Вернулись в Спарту, но не домой. Мы хотим вернуть свой дом, Брасид. власти забрали его после того, как исчез Николаус. Дом передадут его приемному сыну, когда он вернется с войны. Стентеру? Зря я не убил его на берегу. Стентер. Я понял, это с приемной Николауса, да? Как нам вернуть дом? Вы должны убедить царей сделать вас гражданами Спарты. Это будет непросто. Почему? В отличие от меня, цари не будут вам рады. Особенно Архидам. Вы покинули Спарту не очень изящно. Не может забыть сломанный нос? Чего? Судя по всему, нет. Но я придумал, как помочь ему простить тебя. Ну же. Спартанские солдаты отдают оружие илотам. Тот, кто расправится с этими предателями, поможет царю. Итак, чтобы вернуть дом, нужно убить спартанского командира, который пытается разжечь восстание. Вроде несложно. Буду ждать тебя в тронном зале. А ты куда? Здесь я... Я, знаете что? Здесь же меня растил Леонид. Сейчас, секунду. Пойду в его гробницу, она прямо за домом. И ты первым делом должен почтить его память. Ладно. Я вспомнил, мы вчера квест, по-моему, вчера или позавчера брали найти спартанские на каком-то там острове, убить спартанских полководцев. Надо было найти крепости, а я что-то бегал по этому острову, так и нифига не нашел. Так, куда там, подожди, спартанский, почтить его память. О, надо больше ресов. И эти надо купить, как его, штуки, таблички. Так, где у нас Леонид-то? Почтить его память, где она сказала? Прямо за его домом? Куда она там ушла-то? О. Кузнец. Против волка я что жду-то перк получить и вкачать на лук? Это же зверушка. Нам нужен урон охотника. Как-никак. Скажи, что ты ищешь. Таблички есть? Угу. Аж 5 штук. Возвращайся еще. Так, это мы сейчас сделаем. Найти Брасита, поговорить с Мирин. Предатели и его воины в Лаконе. Они действуют на северо-западе леса Еврота. Брасит сказал, что последний раз их видели в мраморной каменоломне. Помню, я искал мраморную каменоломню, только не здесь. Ух ты. Вперед. Залипайте, да, друзья? Да, я тоже залипаю. У меня что-то начинает нос забиваться. Можешь пойти ему сделать какие-нибудь вещи. Сколько еще осталось проходить, а я засветился на стриме.
засветился. Ну да, аватарки по... Я откуда знаю, Мишань? Настоящим героем. Может, и мне когда-нибудь посвятят. А, это статуя Леонида. Настоящий герой Спарты. Мы бы оказались в рабстве у персов, если бы не его мужество. Его кровь течет в твоих венах. Так мы с тобой родня царям. Ты не какой-то там наемник. А, Тебе течет... Номок играет в Южный парк, засветился на стриме. Помнишь, что я говорила? Я понял. Люди могут попытаться забрать нашу силу. И ты обещал Защищаться. твое копье. А ты уже в Спарте то чуть-чуть. Это лишь слова Пифии. Пифии, она мне не указ. Довольно! Мы устали от твоих надменных речей. Спарта не будет воевать, Культы. как сказала Пифия. Пифия лишь повторяет ваши слова. Она слишком долго слушалась вас. Пришла пора покончить с этим. О, царь Леонид, время героев прошло. Думаешь, кровь что-то решает? Если разрезать тебе вены, она впитается в землю и не останется ничего. Ты никто. Что же, тогда подходи. Твоя судьба известна, сын льва. Ксеркс объединит нас. Он привнесет порядок в хаос. Послушайся Пифию и все, кого ты любишь. Все, ради чего ты жил, исчезнет. Собирай всех. Мой царь. Ксерксу нужна Спарта. Пусть победит меня. А я не пойму, мы же потомки Леонида. Но мы сын Пифагора, мы дети Пифагора. Вероятно. Ты понимаешь? Что мне делать? Пора принять свою судьбу. А как Пифагор с Леонидом связан? Не поспешим остановить культ. Подвиг и гибель Леонида будут напрасны. В курсе нет кто? Наш род восстал против поработителей. Пришло наше время. Так. Мать и сын наконец воссоединились в Спарте. Полюбуйтесь, боги среди смертных. Царь Павсаний, это честь для нас. Очень сожалею о твоем отце. А я тут на 58 уровне. Блин, мои поздравления. Вы большие пока для меня. Помнишь Алексиоса, мой царь? Как его можно забыть? Готов был умереть Химик. ради... Химик, правильно? Трагедия. Привет. Невинное дитя, обреченное безжалостным законом. Я вот что хотел посмотреть, сейчас, секунду. Я же видел описание, исходя из официальных источников, да? В эпоху Древней Греции, понятно, Пелопоннесской так войны стал так. Являются потомками легендарного царя Леонида. Мы потомки царя Леонида. А как тогда наш Пифагор отец? Я что-то вообще не понял. Как он связан тогда с Леонидом? То есть мы тогда не связаны никак с Леонидом. Абсолютно никак. Ну, то есть, если Леонид тоже был какой-то полубог от другого отца, мы потомки. Потому что копье-то мы чувствуем так же, как и он. В тот день на смерть обрекли 2 невинных детей. Алексиос, хватит. Прости, мой царь. Он много времени провел вдали от Спарты. Ты тоже. У него пылкий нрав матери. Так или иначе, ты нужен своей стране. Вы оба нужны. Законы нужно изменить. Взгляни на нас. 8 Леонид. Я согласен. А царь Архидам?
Он бы нанес букву закона на грудь каждому спартанцу, если бы мог. Я думаю, что это все образное выражение. Всю жизнь меня окружают опасности. Если я вернусь в Спарту, я бы хотел видеть ее мирным государством. Ну, как бы, может быть и да, но если мы потомки Леонида, но прямой отец наш Пифагор. Пифагор это у нас получается полубог или бог. Восьмерка Леонида. Че, бесконечность Леонида? Вот, то значит Леонид, возможно, брат какого-нибудь Пифагора, а возможно, он отец Пифагора, Леонид. А может быть, Леонид такой же сын полубог брата Пифагора или Гермеса какого-нибудь. И поэтому потом, потому что копье-то, получается, простой смертный не сможет его почувствовать, правильно? Если не воевать с Афинами, начнутся междоусобные склоки. Но хватит о мертвых, сменим тему, да? После того, что случилось с моим отцом в Мегариде, Спарта забрала наш дом. Верни его. Не дерзи, дитя. Может, Спарта больше не твой... Не дерзи, дитя. Хорош, да? Бычкуй разговор. Просим тебя, Архидама, выслушать нас, принять под свою защиту. Ну, нормально как бы разговаривает. Конечно. Я желаю того же. Но Архидам, похоже, все еще не простил тебе тот случай с носом. Как нам его убедить? Множатся слухи о мятеже илотов. А Криптии подливают масло в огонь. Жестокие казни, истребление скота, гниющие на улицах трупы. Криптии – пример великолепной военной подготовки спартанских солдат. Их дисциплина и бесстрашие заставляют наших врагов трепетать. Так и было. Но сейчас они жадны до крови и денег. Они учат мальчиков убивать безоружных крестьян. Ты хочешь вернуть свой дом? Что ж, покажи илотам, что мы больше не поддерживаем Криптиев и их методы. Ну, ё-моё. Так. Где мне стоит начать поиски Криптиев? Одного ты найдешь в крепости Заракас. И еще один охраняет дом спартанского лидера. Третьего найти сложнее. Последний раз его видели в деревне у холма Илотов. Из всех троих он самый шумный. Если взамен нам вернут дом, я убью Криптиев. Криптив, да мне волка бы поймать бы. Ну я пошел. Лиссандр. Трезубец Посейдона есть? Нет, нет, у меня кинжалы есть. Михалыча. Советую добыть, чтобы плавать бесконечно под водой. Украл его почти сразу, чтобы облегчить игру. Не, а чё, я особо не плаваю. Прям конкретно, чтобы куда-нибудь в заплывы, не. Я убью его Криптиев, он может обрушить свой гнев на Павсане. Так хорошо было на Кефалинии. Все просто. Пусть даже Маркос был болтливым глупцом. А, Маркос это где мы жили какое-то время, да, да, помню. Как мне вернуться-то теперь к другим квестам? Я ж, блин, столько нахватал их. Туда-сюда сходи. Так, ищите Келея в третьего, так, в Лаконии, он находится в деревне Кракея, так, ага. Вы можете спровоцировать бунт илотов каких-то. Илотов. Сейчас мы тут всем спровоцируем. Меня будут искать. Мы прибыли в Спарту.
Начинаем наводить порядок. Так, Астракон, сокровище. Принял. Ну, ваншотать я их точно не буду, потому что они тут у нас 33 уровня, да? Ой, ладно, потом зачитаем. О, вышли. Можно еще сохраниться? Да, можно. Можем так заходить, выходить. А, ну конечно, вон он 33-й стоит. Тихо, 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 не пались. Все, да? Опасно. А кто нас тут видит? Тихо, 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 тихо. Икар, брат. Подожди, не попал. Охотник, не надо. Ах, ты поклоняешься Аресу, да? Ну. Жук. Шмель. С дыркой. Пошел, пошел контент. Все сыпется, падает. Не, лук обалденный. Мне понравился. Сейчас я прочитаю обязательно. Когда будет набор одежды, хорошая игра пойдет по кайфу. Я выбрал комплект Герои Греции. Не, ну мне дали каких-то 2 изначальных комплекта. Я с ними особо-то и не бегал. И вот только собрал змеи.
Получается, мы одного убили, да? Да. А это кто там? Я думаю, ему помочь надо. А он просто убежал от меня. Ну ладно. А, он жаловаться пошел. По-любому. О, а этот находится, смотри-ка, где вообще там далековато. В Зараксе. Чё себе-то? Ну давай прогуляемся. Так, нам надо бить с вами волка, да, будет по большому счету. Сейчас посмотрим, что тут. Копье воина, адреналину спартанским. Я потом, наверное, буду все это дело ломать. Лук. Нет. Лук мне не нужен. Способности вот нужны. Копье Леонида не прокачать сейчас, да? Мне надо два культиста найти. Вот здесь вот. Увеличит урон на охотника на 30, а урон попадания в голову на 20. При использовании способности охотника обычный стрел. Вот, возможно, вот это надо мне качать. Удерживайте правую кнопку прицелиться, нажмите R, чтобы выстрелить. И нажмите R, чтобы выстрелить. Давай. Взрывается при попадании. Чего пускать призрачную стрелу сквозь стены там? Там камбэк такой прям. Так, а я у этого кузнеца был. Тут их, походу, дела 2. Покупатель. Да. Сейчас мы посмотрим, что продать можно. Давай будем продавать теперь. Какие-то деньги собирать. Во, меня тут видали? Так, и денег у нас есть улучшить, если я улучшу, к примеру, лук. 5 штук. Есть. Так, а здесь у нас по 3000 сапоги. Вот куда все улучшение идет. Миш, лучше бы опытный лучник прокачал. Это пассивка добавляет урон охотника. Если тебе что-то нужно, дай знать. Вот это, да? Да, я понял. Я просто хочу попробовать, понимаешь, некие какие-то другие перки, потому что, блин, я тут больше половины не пользовался. Этим пользовался. Парализующих стрел каких-то. А это попробуем. Правую кнопку и R. Думаю, труда не составит. Охотника в любом случае будем качать. Если, допустим, как бы, ну так я в заметку беру, вы до 50-го прокачались, то 20 талантов, да, к примеру, у меня еще будет. То мы разгуляемся в любом случае. И это прокачаем, и это прокачаем, и тут подкачаемся. На все хватит. Ты кто?
Чего? Кандавал какой-то там. Ладно, пускай он своей дорогой идет. В общем-то, смотрите, да, еще вот Леонид, оказывается, культ был с тех времен. Пифи это засранка. Там надо это, надо то. А, кстати, Пифи, возможно, тоже полубог. Откуда она видит? Эти улучшения в выбросе ресурсов стоят дорого, и при этом ничего толком не улучшается. Если разница между вещами до 15, смысла нет. Ага. А куда тогда их тратить ресурсы? Нет, типа, я имею в виду, вот эти вот ресурсы, я их собираю, коплю. Я, допустим, кинжал вот это не улучшаю. Лук я обязательно улучшаю, потому что, ну, немножко урона побольше будет. Если встать на плечо Леонид, то увидишь, что он смотрит на святилище могучего царя Спарты. Начни свой путь на юго-востоке от холма Илотов и найди меня на алтаре. Вот эти доспехи, они сами прокачались. Я немножко им придал так, чтобы меня не ваншотали. Денег-то хватает. Пока что. Рехалковая руда вчера, да, нашел тоже торговца. Ну, блин, там 20 или сколько, 80. 20 рандомом, по-моему, выбрать. Вот она, кстати. 20, по-моему, рандомом выбрать какую-то вещь, а что-то там 40, 60, 80 уже конкретно. Но это, я не знаю. Выполнять задания ежедневные, короче. Улучшал оружие через 10 уровней, а доспехи не качает толком, только совсем... Ага. Не, ну 33-й лук и... Какой у меня там 29-й был? 4 уровня разница, но урон-то он прибавит. Как ни крути. Хоть немножко, но... Главное, яд есть. Тише, тише. Тихо, тихо, тихо. Смотри, как тут все красиво. Это с горы, если, да, убегать. Крепость Присай. Конь с крыльями, а летать не может. Хоть бы подкинул бы. Так, здравствуйте. Где у вас тут кто? Как вас тут много? Ну? Кого тут еще не увидел? Ага. Тут, оказывается, где-то вход есть. Вон он. Стой, 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 стой. Птичка. По-умному пойдем, да?
Это, да, Максимилиан, это есть. Вот змеи то же самое. Я собирал, потом стал по уровню. Есть такое. Но он-то уже больше не апнется. А еще такой момент, типа, ну, вот, возможно, это все правильно, да, там каждые 10 уровней прокачивать, потому что нет смысла и так далее. А разве разрыв между уровнями, чем больше уровней ты вкачиваешь по деньгам, как? Да стой же ты. О. Типа разницы нету. Ты все равно одну и ту же сумму потратишь за каждый уровень. Денег больше дает. Денег за что больше? Вообще уж деньги не считаю. Нет, я имею в виду, типа, вот смотри, допустим, ты 10, а у тебя первый уровень, да? Ты потратишь за прокачку 10 уровней, допустим, доспеха больше же денег, верно? Чем, допустим, если ты его пропаешь на 5 и потом еще на 5. Или столько же, ну, в целом. А. Понял, понял. Ну тогда вообще разница, это самое, Максимилиан, я не вижу никакой абсолютно. Что я сейчас его прокачал, что через 10 уровней. Как-то так. Ну, есть денежку, я подкачал. То есть я-то его не собираюсь менять, в целом. Пока что. Так, я не пойму, мне в какую... Где выйти-то надо? Блин, хожу, железо собираю. Вообще. Тихо. В общем, тут тупик. Получается, тут тоже. Гравировки играют роль, а не копейки. Ну, гравировки у меня вроде как ничего так. Пока 20% от мощности яда. И что-то там шанс. Потом сменим, если что. Тут гравировки какие-то улучшаются, я так заметил, тоже с каждым уровнем. Какие-то за счет ачивок прибавляются. Это, видимо, яма, куда скидывают трупы. Так. Какой-то долгий путь через пещеру. Довольно-таки. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Хорош, хорош. Смысл моего сейчас было ползание. Ладно, железо собрали. Я понял. Вот этого здорового точно незаметно не получится. Он сейчас орать начнет. Как-то. Не, смотри. Смотри, какая. Чпоник.
Но этот точно начнет орать. Это мне с кулака врезал. Опа! Подожди, подожди. Не, смотри, все терпеливые. Печать спартанского. Помните, я про квест говорил? По поводу спартанских. О. Ребят, давай только по одному. Блин. Да-да-да-да-да-да. Ты что, серьезно, что ли? Ты еще и с тигром? А, Димон чистильщик. Точно. Сколько лет, Димон? Сколько зим? Ну хорошо, кстати, мансит мои вот эти удары. Вот эти, да. Ладно, я не буду блокировать, пытаться что-то. Это как-то опасно. Демоны есть. Блин, там еще кто-то засек труп. Наемника упадут крутые как раз для тебя. Да тут вообще что-то я разошелся. Раньше я уже давно бы сдох бы, если бы играл так. А тут прям фух-фух-фух-фух-фух. И хилку-то особо не жмешь. Но скажу так, что не то, что кинжалы меня конкретно спасает. Скорее лук. Себя зарекомендовал.
То есть там большое скопление, ты особо в ближнем бою не подерешься. А вот типа байтить эту всю толпу, расстреливать, прям милое дело. Там еще идет капитан. На тебе прям по жопе. Ого. Все равно зацепил. А это еще кто? Тоже некий капитан, что ли? Да? Так, у нас еще узники и какие-то сокровища есть. Ловушка установлена, все. Все под контролем. Да ты что-то остановился-то? Все, все, тихо, тихо. Скоро тебя схватят! А что делает капитан? Драпанул, что ли? А, он за сигнальным огнем. Слази. Чего ты? Поясничка пипец болит. Так, мне нужны стрелы.
Подожди. Опа. А я что-то не пойму, их вроде меньше было. Охранников. Респавнится, что ли? Так. И тем не менее. Бахаем их. Чего? Он на меня напал? Я его спасаю. Сумасшедший. И вот, я их спас. Вы все видели. Я не хотел их пить. Так, лады, у нас осталась тогда где-то сокровищница. А, вон она. Вижу. Что-то жарковато. Катюнь, надо, походу, балкончик немножко приоткрыть. И так не кажется? Я сейчас встану, открою. Я просто, чтобы Клёпа там не хулиганил на балконе. Закрыл его. $16 XP. Хорошо. А, я так и не попробовал лук. И R, да? Или как там? Не понял. А как эта обилка работает? Удерживайте правую кнопку, чтобы прицелиться. А, правую кнопку и R, чтобы прийти... Нет, не работает. Не понял. А как это работает, система, друзья? Кто-то в курсе? Смотрите, правую кнопку, он говорит, удерживаю, и R. Правую, левую натягивает. Что-то на свою голову вкачал, короче, какую-то ачивку непонятно. Возможно, это надо поставить вот сюда. Нет, удерживайте, именно удерживайте правую кнопку мыши, чтобы прицелиться. И нажмите R. Он левую натягивает. Не понимаю что-то. Используют 3 ячейки адреналина. Тогда все понятно, ребят. Тогда все. Да, Максимилиан, да. Я вот что-то сам затупил. Там надо адреналина накопить, короче. А потом уже только при этом пробовать натягивать. Так, и третьего в Лаконе. Он находится в деревне Крокея, в юго-западной части холмов и Илотов. Давай найдем сначала холмы. Холмы Илоты, вот они. Довольно-таки большая территория. В юго-западной части. Запад у нас идет по правую, а юг у нас идет снизу. В деревню. Вот она, деревня Крокея. Все, нашли.
Блин, с адреналинчиком, конечно, бы что-нибудь такое надо сделать тогда. Адреналинчика, чтобы сделать это... Возможно, копье Леонида само прокачать, и оно даст, по-моему, некие ячейки адреналина, если я не ошибаюсь. Максимум уровень способности 3. Максимум, да, вот ячейка адреналина. Это следующий уровень. А у меня пока максимальные способности 2. Только почему-то я пассивки качаю все равно до 3. Угу. Можно поставить, и можно ее за 2 ячейки использовать. Подавляющий выстрел, да? Ну да, это уже гравировку какую-то некую надо делать. Так, наемники. Что они у нас тут забыли? Кандавал, чудовище, Аркай. А, вот этот нам показался. Ладно, пойдем этого последнего жука найдем. Смотрите, снег как повалил. Прям вообще. Как вот с друшлака, знаешь. Через сито какое-то. Или это с крыши так. Второй селектор после прокачки копья откроется. А, второй селектор, это имеешь в виду навыков, да, которое это самое, то, что ты говорил. Мне бы очень хотелось посмотреть. Так, друзья, две минуточки, с вашего позволения. Давайте сделаем небольшую паузу. Подышим чайку, кофейку. У нас еще с вами часа 2, часа 3, наверное, нет. Часа 2,5 в запасе. Надо заняться. Там на самом деле осталось два осколка найти всего-то навсего. То есть это немного, если по оккультистам смотреть. Сейчас я подойду. ГЦ, хорошо, как под твой стрим игры идут. Так что это самое, друзья. ГЦ, хорошо, как по твой стримы игры идут. Поздравляю. Друзья, завтра тогда у меня будет поездка некая. Надо будет съездить по делам. А во сколько я вернусь где-то? Часа 2?
До завтра немножко стрим, наверное, задержится. Будет где-то в середине дня, часа 3, наверное, вот так вот. Надо, короче, мутануться там. Сделать дела, приеду. И подрубим. Так, это крипти, да? Мы нашли его, хорошо. Да, Мишалька, я сам вчера, честно, сидел, это самое... с Лехой, Леха этот Громозека, может, кто помнит его или знает. В Хатсец поиграли. Опасное место. Все, да? И на фончике, короче, играю там в героев каких-нибудь иногда вечерком. И сам запускаю на фоне стрим. Вчера в этот вход покатали. Вообще невозможно на втором фоне смотреть стрим. Прям отвлекаешься, нервничаешь, переживаешь там. Ну, в ход лучше не играть. Вот чисто, чтобы поберечь свои нервы, лучше не играть, я не знаю. Так, это алтарь. Подожди, ну мы сделали задание. Найди Брасита. Так. Вот, убейте Спарты и уничтожьте стойки с оружием. Это в Лакония. Леса Еврота. Так, давай тогда этого найдем. Брасита. Ну как я так? Я, короче, не открыл. Прохожу игру, которую можно и на паузу поставить. Ну, который на паузу, да. Блин, в Героев 3.5 вечером садишься, так как залипнешь, не знаю, на часа 3-4. А делать нефига. Можешь опять, правда, этих Disciple покатать. Вторых, я имею в виду. Вон опять Миша зашел в Souls Park. Все-таки ты решился, да, Мишань, приобрести? Не-не-не, ребят, нет, я вас не трогаю. Короче, в Лаконии у меня спартанский предводитель. Онлайн-игры возвращаться. Вот. В онлайн папчик, говорю, Мишанька, набирает популярность в России, он бесплатный сейчас. Самая милая королевская битва, как по мне. А то, говорит, жесть. Ну, не знаю. Вот как ты ехал прямо. Не думал, что снова окажусь в Спарте. Бушует война. Она выглядит такой мирной. Да. Там афиняне где-то что-то с кем-то враждуют. Тихо. Я за любые шутаны, но если брать командный, то лучше Апекс. Лучше Апекс? А, командная. Вот и ты. Ну да, она больше командная, мне кажется. Как царям. Слушай, а мы с тобой не будем больше играть в этот Host Recon Breakpoint? Вкус, как говорится. Там мне нравится. Расскажешь динамика. еще что-нибудь? А, да. Ты раньше не встречал сразу двух царей? Я знаю Павсания. Царя Павсания. А, правда? Павсаний и Архидам правят Спартой. Сможешь им помочь? Ну да, на вкус и цвет, я согласен. Да. Я и не жду теплого приема. Не стоит затягивать. Что ж, идем. Твоя мать уже там. Вот, а то у меня Host Recon висит, а мы с тобой так и не постреляли. Что-то они тут разборки, что ли, строили? Где
же цари? Там. На полу? Что скажешь теперь? Ты меня убедил, Архидам. Сдаюсь. Архидам. Хорош, дед. Накидал ты ему. Отправьте еще 2 отряда в Биотию, как я и сказал. Так они разрешают споры. Иногда. Архидам улучшил защиту. Моя заслуга. Брасид, ты с новостями? Говори же. Мои цари, позвольте представить вам Так. Ирин и ее сына Алексиуса, потомков царя Леонида. Как ты смеешь появляться в Спарте? Мой царь Алексиус помог нам защитить Коринфию, помог избежать бунта илотов. Эти двое желают Спарте блага. Прошу, выслушай их. Послушаем, что они скажут. Повременим с наказанием. Говори, Мирин. Я слушаю. Я вернулась, чтобы вновь стать гражданкой Спарты. Здесь моя родина. Ты предала Спарту. Твой сын убил жреца и сбежал. К тому же она сломала тебе нос. Нашу семью предали, мой царь. Не забывай, да? Предали. Мы хотим изобличить предателей. Ты не вспоминала о Спарте много лет. Как ты смеешь? Это моя вина. Я убил жреца. Начал все это. Если кто и должен доказывать свою верность, так это я. Не знаю, наградить ли тебя за честность или наказать за преступление, в котором ты признался. Понятно, чего хочет Мирин. А что насчет тебя? Хочу найти и убить предателей, хочу вернуться на родину. Нет, предатели. Хочу найти людей, которые предали нашу семью и Спарту, и убить. И кто, по-твоему, предал Спарту? Скоро я это узнаю. Докажи свою верность. Служи Спарте. Оправдай себя перед лицом богов. А пока ни у тебя, ни у Мирин нет права жить здесь. Приказывай, и я все сделаю. Афиняне вот-вот одолеют нас в Биотии. Отправляйся туда. Одержи победу или не возвращайся. Считай, ты победил. Самоуверенное дитя, не видавшее войны. Найди Да. лагерь на горе Геликон. Отдай это моему полководцу. Не спеши. 2 царя, 2 приказа. Я не Геракл, но 2 подвига совершу. Ха-ха, вот это речь истинного спартанца. Ты будешь сопровождать нашего чемпиона в Элиду на Олимпийские игры. Они, по-моему, в Китае сейчас, в Пекине. И я хочу, чтобы новый венок достался Спарте. И как ему добиться победы? Самому участвовать в забеге и выиграть? Не в забеге, мой царь. Пусть Спарта победит в Олимпийских играх. Славно. Мы отдали приказы. Возвращайся, когда все выполнишь. Если выполнишь. Я все сделаю, и вы вернете наш дом. Что-то спартанское в тебе еще есть. Брасид? А Павсаний этот хмырь какой, да? Я же уже на него выполнил некое поручение. Ну да ладно. Хорошо. Учитывая, что голова все еще у тебя на плечах, да, очень хорошо. Цари щедры, они дали нам второй шанс. Нужно выиграть Олимпийские игры. И войну. Хочешь узнать у меня еще Кто Брасида озвучивает? Слишком знакомый голос-то у него. Хочешь узнать у меня еще что-нибудь? Такой с хрипотцой. Что происходит в Биотии? Афинская армия постепенно вытесняет нас оттуда. Победить их непросто. Если кто и сможет все изменить, это ты. Что ты знаешь о чемпионе, которого мне предстоит сопровождать на игры? Участник Панкратиона. Его наставник знает, где он. Благодарю.
Все не так просто. Тебе придется оберегать его любой ценой. О да. Один из царей культист. И значит, его задание ловушка. Вот оно что. Кто из них? Брасит. Я бы не рискнул говорить это так близко от дворца. Но я был в бою с обоими. Ни один не похож на предателя. Мы не должны никого обвинять без доказательств. Просто будь начеку. Что ж, я готов. А ты? Что ты будешь делать без меня? Перед визитом к царям я получила весть. Что ты узнала? Сведения о другом члене культа. Я еду в Аркадию. Одна? Нам улыбнулась удача. Мне тоже нужно туда. Да где эту озвучку я слышал? Подскажите, друзья. Очень вовремя. Спасибо. Что ж, увидимся в Аркадии. В добрый путь. Какой-то русский, не знаю. Блин. Кто из них культист из двух царей? Я предполагаю, что старик, нежели чем молодой. Потому что молодой, он слишком молод для этого, а этот старикан слишком засиделся долго. Поэтому он знает все подводные камни. Если бы он знал про предателя, он бы уже давно бы сказал бы. Брасит-то, да, Брасит озвучка. Где-то слышал под... Наши мультики тоже много кто озвучивает. Там и Харламов озвучивает, и это, как она? Не буду. Маша, как она, Катя? Девочка-то это, в Камеди. С Камеди Клаб очень много озвучек. Потом этот, Марина Кравец, да. Потом этот, дочь ментата вышел, женился, короче, на ней. Этот, Иван. Тоже озвучивает. Охлобыстин, да. А этот прям, ну, классная озвучка. Прям такой брутал такой. А что ли подсказывать не будешь? Я наоборот говорю, ребят, напомните, кто, если знает. Мишань наоборот, я нифига не скажу. Хорош. Так, ладно, 20 к адреналину за убийство. Тяжелого клинкового. Ладно, это мы все продадим, нам надо деньги. Так, что у нас там по оружию? Животным, кинжалу, не. Такой нам не надо. Это все на продажу можно скинуть. Лук. Урон убийца от яда. Урон 13 от яда. Луки надо ломать, копии луки, там дерева много. Да, вот тебе и это. Хухры-мухры. Там очень просто. Типа загуглить, что ли, Мишань? Очень просто. Встретить с Мирин и Браситом. Они сейчас в Аркаде. Они на границе леса контрабандистов Золотых полей. Они у статуи Артемида в Кедровнике. Там один по определению не может быть с исторической подоплекой. Сопровождение чемпиона. Так, царюйте. Сейчас, секунду, мы... Исторической подоплекой. Не понимаю, нет, я к тому, что... Ты, наверное, подсказки какие-то даешь мне. Озвучка слишком часто где-то встречалась в каких-то кинофильмах. Понимаешь? Нет, короче, ладно. Я скажу так, цари Спарты назначились только люди с огромным опытом и генералы с огромным годом службы. Исаев озвучивал. А, ты имеешь в виду про культиста, то, что я заподозрил с огромным опытом и годом службы.
Значит, старикан этот культист. Исаев. А кто такой? Кать, кто такой Исаев? Он везде говорит. Мне просто интересно, серьезно. Алексиус озвучил члену культа космоса Олег Новиков, выпускник института режиссерского факультета Кассандра Анна Киселева. Он в марвеловских фильмах Соколова озвучивал. Кстати, да, похоже. Похоже, я понял. Леонида озвучивали тут. А тут написано, в принципе. Аида кто озвучивал. Сокола, ну это с луком. Да-да-да, я понял. А где тут? Подожди, с фотографией. Что-то про Исаева вообще никого не показано-то с фоточкой-то, но чтобы посмотреть. Ох, не, ну тут персонажи-то. Тут на самом деле озвучек очень много кто озвучивал. Сфинкса, Тимофея, Феба, Формион какого-то, Юнас, наемники. Да тихо ты. Фильму Марвел. Ну чё, нет, четкая озвучка. Мне прям заходит, серьезно, как бы. Так, синхронизация мне нужна. Где ты есть-то? Все, нашел. Я сразу сижу, вспоминаю, о каких еще фильмах. Да что ж тебя, орелик, раздели. Куда ты залез-то? О. О. Храм Афины. Так, я понял. Икар улучшил восприятие. Теперь задание наше где? Они сейчас в Аркадии. В Аркадии. Биотия. Нам там надо будет захватывать Атика. Что-то я не понял. Вот она, Аркадия. О, а чё вы так далековато-то залезли? Поближе никак нельзя было. Ладно, пойду тогда тигра этого убью. Они сейчас... они на границе в Аркадии. Сейчас по пути.
Давай, на бой. Уи! Хрюшка, давай за мной. Сейчас волк на тебе пока прокинется, а я его там постреляю. Ой. Близко к цели, говорит, находитесь. Он слишком велик для обычного волка. Ага. И с ним сейчас еще подручные какие-то волчата будут, по-любому. Убейте зверя. Хорош там зверек, хорош. Ой-ой-ой-ой, да ладно тебе, у-у-у. Позвал, блин. В общем, сначала надо мелких убивать. Это я уже зафиксировал. Мелких, потом основные. Возможно, стоит сейчас поставить какие-то другие стрелы посильнее. У меня есть там какие-то стрелы? Надеюсь, вот эти. меня еще не заметили. Стрелы хорошие, пол кабины ему унес. Но простые стрелы все-таки наносят яд. А здесь как бы... Давайте пробовать. Поищу укрытие. Я не понимаю, как ты так грызешь-то, но... Что это за фигня-то вообще была сейчас? Он стоит, меня кусает, как будто я на одном месте. Непонятно.
Если заметят, мне не сдобровать. Да где они там? Их не видно нифига, этих волчонков. Фух. Короче, давайте, может быть, день подождем, что ли, я не знаю. Будет получше видно на этом фоне травы серой. Серые волки. Два царя из Спарта. Ну я же говорю, типа, по уровню, когда приходишь, менее... Ну опять дождь. То ты удара не держишь. Ты 1-2 удара тебя потом просто убивает. Он все равно чует. Чё, блин, за дичь-то? Ну как вот? Вот, серьезно. 2 стрелы пролетело мимо его ушей, а он еще при этом меня зацепил. Да пошел-то. Да. Тара-тара-та. Все, я пошел на московского воздуха. Наберусь адреналина. И сейчас вернусь. Пару попыток еще используем. И, возможно, я только с уровнем сюда приду, друзья. Но это, конечно, бред. Ваншот тут. Там, смотрите, там 3 волка. Сейчас он еще позовет. Я даже, мне кажется, тех 3 волков не убью. Сейчас.
Так, пожалуйста, стрел по максимуму. Так. Сейчас мы делаем. Так. Мы готовы. Мы готовы. Ты как? Тебя типа поджигать можно, да? Да хорош. Мужики. Один прыжок, у меня один у ворот, другой прыжок, и меня догрызает. Нет, короче, надо либо с уровнем, либо выше уровнем. Но это как-то мучительно получается. С этими уворотами в баню его. Потом придем. Найду укрытие. Да, найду укрытие. Так, это они где-то на Аркадии, на границе леса контрабандистов Золотых полей. Где у нас Золотые поля? Вот они, Золотые поля. То есть где-то вот отсюда, да, можно прийти. Немножко, да, подкачаться и вперед. Роскошный дом. Вы каким уровнем, друзья, убивали? 30-м? Не, волк не трудный. Трудно уворачиваться от этих всех его... Тем более у меня нету этого боевого ключа РС там. Или что-то такое, да, чтобы заюзать там и быть бессмертным. Не. Раз прыжок, два прыжок, а там этих волков. Хотя бы на 3 удара, если бы можно было проживать, уже хорошо. Копье РС надо качать, адреналина будет более. Элла! Так, тут еще, давай, ресов. Опа. Эй! А, так это медведица Калисто. Медведица Калиста? Мама велела встретиться с ней возле статуи Артемиды. Еще и медведица, что ли, какая-то? Убейте легендарного зверя. Да вы что ж, как, куда вы все с этими змеями? Зверь. О. Тут не слаще, короче, там волк, а тут медведица еще больше уровня.
Хо-хо-хо-хо. Да ты ж... Да куда я покидаю? То я никуда не покидаю. Смотри, она деревья просто крошит. Михалыч, не кричи. Сбил обилку. Сыпел. Понял? Извините. Нет! Ты чё, серьезно, что ли? Шкурку. Шкурку добыли, ребята. Так, а может быть тут что-то про культа? Ничего тут про культ. Окей, а куда теперь-то? Где их встретить-то? Медведицу, говорит, убил. Золотые поля. А, они у статуи Артемиды в Кедровнике. Леса. Они у статуи Артемиды в Кедровнике. Где у нас статуя Артемида? Кедровник. Кедровник, вот он. Возможно, вот он. Так, надо бы сохраниться. Нельзя. Пошел на волка, убил Михалыча.
О, мужики. А, вы тут, блин, большие уровни-то. Сейчас. Слишком просто для меня. Что-то вам мои вообще эти стрелы как-то вреда не наносят, да? Орелик, вон того добей. О, хорош. Нормально. Не получив урон, убейте 3. О, там еще какая-то обилка мощная. Не получив урон. Что ты там говоришь-то? Я тут-то. Скажи мне это в профиль, да, как Астерикс, Обеликс. Давай, брат, иди. Короче, это было не тут. На границе. Артемидов кедровники. Где у нас Артемида кедровник? Ну, только вот это вот получается. Раз у границы где-то в начале. Возможно, золотые поля — это вся граница идет. Ох, а мне откупиться бы, друзья. Меня там, смотрите, сколько уже нахватал-то этих. Откупился, и неизвестный предводитель защищен. Защита упала. Варнава? Нет. Что-то нужно? А ты ведь не любишь лысых? Что? Все, я пошел отсюда. Не люблю. И Гиппократ самый уродливый из них. Хороший человек он. Что с того? Зато он хороший человек. Не надо судить о людях по внешности. Плевать, какой он человек. Быть лысым плохо. Есть у меня средства, и это не травы. И что это? Вид этой лысой макушки натолкнул меня на мысль. Чем, по-твоему, можно заменить волосы? Мехом. Если убить всех медведей в округе, хватит на всех лысых в мире. Так мне выследить и убить всех медведей? Да, их нужно убить. Это такой бред, блин. Я справлюсь. Боги прислали тебя не случайно. Я вернусь, когда все будет сделано. Убейте 2 зверей. Вообще, я тут как бы по другому заданию. В кедровнике где-то статую Артемиды искать. Ну вот, рад буду повидаться с мамой и Брасидом. А, во. Нашел их.
Это хорошо. Теперь пошел мишек убивать. Михалычи. Есть контакт. Ну, сейчас мы хотя бы братану нашему поможем, да? Волос ему насадим медвежьих. Но мне кажется, он будет не рад. Ты здесь? Удалось? Да, да. Мертвы. Наша встреча — подарок богов. Рад помочь. Ну, типа недолгий квест и косарь срубили. Так, задание. Задание. Где у нас там? Встретитесь. А вот, встретитесь. Еще некий лагерь. Нужно найти лучника. Надеюсь, меня никто не заметит. Нашел в Саус-парке меч посетителей. Куда побежал-то? А, за оружием. Вау. Нашел в Саус-парке меч 1000 истин. Михась, я могу тебе лук какой-нибудь дать, если нужно. Или копье. Будешь прям топ. Полководец там. Так, а это все, что ли? Ну да. Не, здесь оружие реально прям... Какое хочешь. Куда хочешь, на что хочешь. Почему хочешь. Ну как бы так, если захочешь. Кто ты? Я? Да так никто. Но ты... Ты величественнее, чем говорил Брасит. Ага. Может, вон та статуя в твою честь? Вот Артемида, охотница. А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Я обычный путешественник. Я просто путник. А копье может сломаться у любого. Ее с Варкрафтом, а там был меч И орел не твой? истин на флешке. Орел? Орел на голову. Где Брасит? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они? Мог бы. За это Брасит мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Это афинянин, что ли?
Слуга. Или он меня просто проверяет. Фига себе. Хорош прыгать-то. Стой! Хватит! Че это хватит? А? Просто путник, говоришь. Скажи мне, где они, или срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Правда. Скажи мне, где моя мать, и сможешь уйти отсюда живым. Ты добр. Но от Аркадии не жди ничего взамен. Говори! Найдешь их на утесе около Тегей. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Считай, тебе повезло. Короче, какой-то точно... Тут я не пойму. Заговор, да? Не. Крови будет еще много. Ты же в Аркадии, Алексиос. Награда за тебя так и манит. Архонт Лагос. А с этим мне что делать? Ну, мы дали слово, да? Так, может, он культист? Это, Мишанька, тут тоже игру советовали поиграть. Как-то я помню ее, но что-то никак в руки не доходит. Ого, убийца. К адреналину. Какие-то братья по оружию. Brothers, Brothers. Там неплохо, кстати, тоже заходит. И народ смотрит. И офигенная игрушка, видимо. Только там надо локализировать ее. Спарт используется для защиты военных посланий. Их можно видеть Спарт. А, это квест на афинянина, короче, я выполнил. Убил спартанского командира. Те, кто имеет при себе этот указ, действует от имени царя Спарты. Пусть ищет так, Спарта, пусть их меч сохраняет. Че по культистам? Так и не открылся. А, Нюкта тень, кстати, да. Она же у меня тоже открыта, между прочим. Нюкту тень. Ее просто надо пойти убить, а потом еще одного. Еще медведицу сдать. Столько квестов, прям. Как-то братья, что-то игра, братья, она типа рогалика, что ли, там внешний мир, такая боевка, как шашечки, пешечки такие переставляет. Ну, клево. Может, когда до нее руки дойдут, поиграем. Сейчас я смотрю, вообще популярности какие-нибудь рогалики идут. А если еще РПГ, пошаговость, тому. Объедение. Хотя да. Всем не угодишь. Ого. Филипп. Поехали пикселить по траве. Надо обязательно птицу открыть. Пикселит, наверное, ужас.
Hello. Кузнец есть. А, это сжечь, я понял. Кстати, да, хорошая тема. Оба, вперед! Фобус, подожди, не торопись. Ай, не торопись. Мы сейчас можем здесь сделать некую такую паузу в аркаде. Паузу, я имею в виду, в сюжетном прохождении. И потом пойти, но вернуться, сдать шкуру медведицы, Артемиде, ну там кому-то, как ее там звали. И убить одного культиста. Тень которая. То есть вот она, да? Так, Артемида у нас, по-моему, вот здесь. Или как он там? Фиона, Фаона. Вот, шкура Дафни. Дафна, вот ее. Охотник. Рада. Шкура медведицы Калисто. Вот. Хотела бы я увидеть ее, пока она была жива. Красивый зверь. Мне больше белый понравился. Это ты красиво? Но я знаю кое-кого гораздо красивее. И опасней? Верно. Я люблю, когда мне бросают вызов. Подмазались. После долгого боя. Пояс Верховной Жрицы Артемида. Так, что у нас? 50 урона от способности охотника. Круто, круто. Так, теперь у нас где-то с вами эта тень, культист. Она где-то в городе, я помню, вот она. Находится, да? Большая Афина. Возможно, она еще какую-то даст подсказку на следующего культиста. И волка. Волка хотя бы еще уровень, что ли. Я не знаю, сколько там еще надо уровней, чтоб не ваншотал. Вот, есть уровень. По способности. Так, опытный лучник, да, нам? Урон на 30, а урон попадания в голову на 20. А, при этом у меня первый талант он вообще не наносил в голову. Он просто на 20 увеличил. И следующая еще ячейка будет идти. На 40-40 при прицеливании из лука в воздухе время замедляется. Ну тут на 40-40. Да, это жесть. Это жесть прям. Так, ты кто у нас? А, ну это наемник. Сосипатор. Я его не стал трогать. Тара-тара-тара-тан. Ну, как же это далеко-то? Она прям на площади, что ли, стоит? О. Кто там? Черепахи так, что ли? Ты опять фуньку свою эту завела. Сейчас дохать начнешь.
Так, сохранение. Сейчас, друзья, один момент. Да, Одиссея у нас 18-го года, тут написано, а Вальхала. Как правильно, Вальхала или Вальгала? Вальхала? Все пишут Вальгала. Ой, не то. А так я не смогу ее, да? Танцульки она тут устраивает, ты смотри. Опа. Чего себе? Афиняне! А чё это они все-то дерутся? Да отвалите его нафиг. Да пору. Чё напали-то? То это ж культист. Я думаю, сейчас ногой еще. Я сделаю с вами. Вот, открыт культ космоса. Так, теперь мы с вами возвращаемся, где он там? Аркадия. Вот сюда. И заодно там почитаем, что там с культом связано было. Ну что ж такое-то? Ну, правильно, подремей. Я тебя разбужу. Они это так не так. Да что ж такое? За мной придут. Задание выполнено. Короче, какое-то задание я еще выполнил. Призрак контролируем афинским политиков. То есть Кассандра это еще не самое страшное. Нам дали какие-то кинжала. 12% от кинжалов. Так. 40 при атаке сзади. Так. И воина. И воина, да? Но убийца падает. А что мы сможем? Мы можем гравировку убийцы, если только заточить. В целом. Какое-то еще я там выполнил, по-моему, попутно задание. Это культ космоса был. Родной дом. Мирин и Алексис были готовы вернуть себе свой дом. Так, и спартанское гражданство. Но к этому не была готова Спарта. Так, это сопровождение чемпиона. Так, сейчас с Мирин поговорим. Завоевание с спартанским примархом. Так, это на царе, это я понял. Задание в пещерах. Я вот это не понимаю, как я когда-нибудь вообще выполню. Это во всей Греции, видимо. Это волка. 36-й. Это бык.
34-й. Встретитесь, если в певке, чтобы сразиться с Минотавром. Слепой царь. Вот, кстати, бронзовую птицу в Аркадии надо царю найти. Тоже сдать. Знаете что, я не нашел культа, во. Отыщите всех богов Эгейского моря и убейте их. Всех богов Эгейского моря. Героев культа, убейте их. Всех членов Делойского союза какого-то и убейте их. И тут прям целые сеты, да, дают награду. Круто. По-моему, снаряжение. Но снаряжение у меня уже есть такое. Пират. Вот пират от убийцы. Если чисто в убийцу, мне кажется, пират это самое вообще оно. Так, это я нафиг сломаю. Спартанский герой. А какой там Максимилиан писал? Герой Греции, по-моему, да? Это от способности воина. Все стрелы пробивают 4, 30% урона охотника. Способность удар героя после успешного парирования. А, вот, герой Греции, он говорил, по-моему. 30 ко всем видам устойчивости. Ну, тут прям и здоровье у тебя, да. Типа такой непрошибаемый. Ладно, у нас кинжалы. Кинжал Крона. Можем прикинуть, где тут у нас кузнец. Немножко откупиться. Попробовать аккуратненько дойти до кузнеца. Там 128 метров. А потом скакать навстречу с родственниками. Нормально его конь, короче, сбил. Он встал и на меня все равно, небось, глаз точит. Или зуб. Столько охотников, но... Ребята, ну там 2 кузнеца. Дайте мне таблички прикупить. Так, первый. Будь показать. Купить есть что-нибудь интересное? Булава. Кинжала. Так, ну мне хотя бы от фиолетового, наверное, начинает. Зачем мне синюшные? Тут ничего нету, продать могу. Кинжалы вот эти. Да, наверное, продаем. Охотника горение. Продать не могу. Так, мне теперь гравировочку в бойсе можно? Урон сзади. Кинжалы воина. От яда, от огня. Спартанским животным крита. Вот, убийцы есть. Но 8% только. К мощности огня, говорит, страл. Так, выстрел хищник. Это не то. Да хотя бы убийцы, что ли, поставим. Ну, тут ничего такого нету. От яда можно, но от яда мне не нужно тут в целом. Награда ему нужна, понятно, идет сюда. Давай мы его где-нибудь здесь завалим.
И к следующему кузнецу попробуем как-то подойти. Убийство другого наемника всегда приносит много драх. Ой, ё-моё. А я не увернулся бы никак. Это что ж такое-то? А я вообще никак не ушел бы. Ну, типа, у меня время замедленное, я убивал, у меня заканчиваются эффекты убийства, и он только встает, поднимается, и тут опа. Пёсель всех сдал. Она-то залезла на крышу, а пёсель начал гавкать, орать там. Он залезть не может. Вот он всех и сдал. Не пойму, где еще кузнец? Я думал, ты слабее. Ты вообще стараешься? Смотри, спартанский за меня, что ли, стал? Что-то какая-то тут мышеловка, блин. Замяли. Попробую сейчас просто посидеть, наверное. Я не знаю, сколько там платить. Что-то платишь, а тебя не снижается сама это. Ой, ребята, я от монитора, представляете, забыл пленочку снять. Это самое искусное дело. Бля, вот такая вот штука. Ой, это какой, тихо. Да, не могу заплатить. Сейчас, ребята, одну секундочку. Блин, они, походу, с крыши снег чистят. Тут такой грохот стоит. Сейчас. Продолжим мы.
Тут, короче, три наемника. Мне как-то их надо... Вы поняли, да? Да, и я понял. Самое главное. Поубивать. Поубивать у меня не получается. Если что, обращайся. Есть 3 таблички. Вообще супер. Так, у меня тут губительный выстрел. Это станище, да? Можно попробовать от попадания в голову. Или 3 шанса на... Короче, к шансу на крит. Давай попробуем к шансу на крит поменяю. Посмотрим, может быть, будет попрофитней. 3 урона от кинжала, шанс отразить в голову. Попадание, да? Давай. Потому что с лука я в основном в голову бью. Зверей в 3 раза больше, чем людей. Как бы не встретить хищников. Такой некий намек. Метров, нифига себе там бежать. Ну тут здесь можно на полянке сразиться. Ну, вперед! Как у меня конь прибегает ко мне рядышком, так все, у меня видюху. Он хрюшки там гоняет. Где там наемники? Идите спасайте народ честной. Не-не-не, мне пока без всяких этих. Будь осторожным. Кстати, да, таблички, корабль, стоп. Корабль, капицо. Дерево нам нужно. Так, что тут я еще собрал? Фрагмент артефакта. Подожди, мне надо 9, по-моему, да? 9 штук. Улучшите копье. Сейчас я посмотрю. По-моему, 9 заданий. 4 таблички. Есть. Так, еще есть 2. Снижение урона при подготовке. Урон от огня. Тут 5. Это залп. Тут 3. Так, кого мы поставим? У меня есть барышня. У меня есть Баек и Айя. И Баек Меджая. Иви. От метательных копий, от горящих метательных 20 урона. Нет, мне это не нравится. Пиратка к броне корабля. К выносливости гребцов. Появление слабых мест. Одесса. Может быть, ее поставим? Копия. Ладно, ставим, короче, копию. Бог с ними. 5 урона. Давай. Заодно и прокачаем. Копия. Все таблички расчехлил. Давай.
Друзья, вы там еще не заснули, друзья? У нас еще стрим продолжается. Нужно убить Архонта. Вот они. Хвала богам, ты здесь. Я получил весть. Я пощадил твоего посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорила Мирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Царю-культисту. То есть они тоже как бы подозревают, что царь-культист. Мы должны выяснить, что творится в Аркадии. Попробуем решить проблему с Лагосом, не обнажая меча. После того, что произошло с Дельцом, толпа жаждала крови. Насилие не единственный способ. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угрозы и подкуп не его методы. Он крестьянин, не убийца. Так, каков твой план? Что ты задумал, Брасит? В отличие от Мирин, я думаю, нужно действовать тихо. Для начала я загляну в его убежище. Вдруг найду что-то интересное. Ну а ты что думаешь? Отправим Архонта в царство Аида. Лишим Спарту запасов. Пусть фальшивый царь собирает крохи. Архонт уже не тот, кого ты знал. Он служит культу. Вовремя я появился. Это точно. Но пора принять решение. Твоя стратегия разумна, Брасит. Спасибо. Я очень рад. Чувства не дают вам ясно мыслить. Лагос кормит и защищает... Какая разница? Если он погибнет, может... Если цель одна, да? Убежище. Дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там, а пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый Архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полные амбары зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Ты не понимаешь. Речь не об огне Вот он. и зерне. Это личное. В ходе этой войны многие земли смогли быстро обогатиться, в их числе была и Аркадия. И зерновые поля, обеспечивавшие спартанцев пищей, стали лакомой целью для культа Лагоса. Номинальный правитель Аркадии не был обычным культистом, он желал мира и спокойной жизни со своей семьей, пока не стал послушником, орудием культа. Вот он, друзья, вот он, Архонт. Вот как раз и культист. Вот как раз и культист. А мне еще тут надо птицу в Аркадии какую-то найти. Птицу, ладно. Как бы мне тут это задание-то? А, Демосфен. Вот, соберите это. Как раз таки я взял на Афинянина квест. А вот эти вот печати у спартанских полимархов, вот они, носят при себе печати. Так, это не то. Так, это арена. Вот бронзовая птица в Аркадии. Уступ на горе Тайгет в Лаконии. Ну-ка. На горе Тайгет. Где у нас гора Тайгет? А вот он этот. Культист.
Долина Артемиды. Где тут гора Тайгет-то? Уступ на горе Тайгет, вот. Все правильно. А где тут? Подожди. Гора Карифе, долина правосудия. Герания гора. Я что-то вообще не вижу. Долина двух царей. А вот она, гора Тайгет. Уступ, главное, на горе Тайгет. Так уступ тут, ё-моё, может как растянуться. Так, а это потом нам движут сюда вот идти. Довольно-таки далековато. Короче, надо где-то здесь точку зафиксировать, а потом попробовать по горе Тайгет пройтись и птицу бронзовую найти. Типа обзор какой-нибудь, быстрое перемещение. Так погоди, мы сейчас пытаемся царя этого культиста, припасов его там, да, это самое, лишить, чтобы он себя проявил. А может быть, все-таки правильно выполнить на них задание чемпиона, там, сражения, а потом только все остальное. Да, скакать далековато. Сейчас мы его, кстати, убьем, этого, если культиста, то сможем улучшить копье Леонида. Пойти. И тут же волка, плюс бронзовая птица. Ну, такие планы грандиозные, на самом деле. Там поросята, там семья. Тише, тише. А как это он по шее плывет? Нам тут по колено. Бывает же. Ну что, ни одной птицы, что ли, это, которая обозревает? Нет, есть какая-то. Сейчас на этой локации посмотрим.
О, это куда? Да подожди ты, что ж ты? Стой! О, и мать уже здесь. Знаю, ты делаешь то, что подсказывает сердце. Как он так быстро-то здесь? О семье. Она уже здесь. Ничего, мы там скакали, а она тут. Привет, говорит. Помни о семье. Короче, тут вот одна, да, только. Или Сурское Нагорье какое-то. Так, ну если тут полимарк, тогда мы еще одну найдем. Печать. Походу спартанца. Чпоник, чпоник, чпоник. Так, а это-то мне зачем? Да, полимарк тут имеется. Давайте сохранимся, попробуем. Да, есть. И вперед с песнями. Нужно действовать осторожно. Ну, как всегда, я понял. Опа. Брат, только не кричи, ладно? Ты что ж ты? Меня пропалил кто-то, нет? Каменный топор, говорит. Сейчас, подожди. Мы все это тут уберем. Вижу сверху еще одни там припасы. Да тихо ты слезь, ты куда ж ты такой? И присел. И присел, и все, и тихо. Брат, ты акробат. Я понимаю, ты супер там. Все. Присел. Там, по-моему, кто-то, кстати, эти трупы заметил.
Не, он не заметил, просто поднялся. Давай его сразу. Вон бежит. Что, никто ничего не видит? Вроде бы. Тихо. Там сзади, короче, проблема. Они сейчас могут сигнальный колокол он заорать. Пёсель, слышите? Нас выследил пёсель. Мы не сдадимся. Че, убейте? Куда этот делся? А вон он. Блин, тихо-то. Надо ХП. Ну, ё-моё, ну чё ж ты делаешь-то, братан? Так хорошо все зачищалось? Нет. Но с этим я еще мог справиться, но еще один пришел. Ну вот этот огонь, ну елки-палки. Плавит все тебе здоровье. Хотя я пытался что-то как-то убежать.
бы не заметили. Да, бахаем всех. Нафиг, заметили нас тут, не заметили. Ты куда? Что-то какие-то у меня сдвиги непонятные. Я в голову попасть не могу. Там еще наемники идут. Что за фигня-то? Ну это бред, блин, ну как отсюда вылезти с этой шляпы-то? Какую-то яму залез, и я, главное, думал, что сейчас комбинацию проведу, а она упадет. Нет, она не упала нифига, еще при этом тебе накидала. Ребята, лучшие прям охотники эти, гладиаторы хреново. Вы шли бы отсюда куда-нибудь, зверей бы гоняли бы. Здесь меня могут заметить. Не, ну честное слово.
Ух ты. Чё у тебя? Там, ну, просто нацеплял. Еще охотник идет. Открыть меню наемников. Змея, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ребят, ну это, ну не серьезно, блин, ну охотники, ну как же вы подставу делаете-то? Ну нет у меня хилки, нету, не могу я развернуться, стрельнуть. Да елки зеленые, а ну. Сейчас, короче, вообще всех безжалостно просто тут отфигачивают, заколебали. Буду осторожен. Первый, блин. Где там второй? Надоели, просто вы надоели уже все. Давай, собираемся. Все собираемся, давай. Хорош, руби их.
Да можно мне попасть-то в эту собаку-то гребаную? Спасибо. Больше народу, больше. А теперь в обратную пошли. Я не знаю, что делать, короче. Втихую я точно не убью, это сложно. Но, типа, они все равно придут по одному, по два. Эти лучницы, одна ядовитая, вторая поджигающая. Это прям выбешивает. В любом случае попадут. Откупиться я не смогу, да? Тут никак у нас. Да, никак вообще откупиться не получится. Вот куда я ударил. Понимаете? В никуда. Я имею в виду с удара героя. Пробуем. Вон идут охотники. Окей. То есть сейчас придут сюда точно двое. И одна из них лучница идет. Да ты хорош.
Хорош, да, увернулся? Теперь наемник пошел. Я уже готова убить тебя бесплатно. Я здесь из-за награды. Я его нашла. Я не понимаю, как, серьезно. Опять промазал, короче, обилкой, скрытым ударом. Есть что сказать? Умри! Убейте не менее 30 наемников. Так, один есть. Причем одна лучница. Жестко расчехлел. Он идет. Это отравляющий, который. Еще один есть. Ух, бля, вот это кинжало. Мне прям... О! Да там сокол всех убил. Да куда он делся? У тебя нет шанса! Умолять о смерти! Вот и он! Вперед! Да помогите же мне! Ты шо ж ты орешь-то? Это ворона, короче, Икар там бахает. Опа! Ломай клавиатуру, блин. Тихо, тихо, спокойствие, спокойствие. Пока все получается. Кто тут еще? Кто? Подходи. Вот как кинжалы работают. Пробел, удар, пробел, удар, пробел, удар. Вот это топ. И в узком пространстве. И пошло, поехало, поехало. Одному, второму, третьему накидал. Прикольно.
Так, там припасы. Можно просто пойти спокойно, пожалуйста. А то прям мне уже стрёмно. Еще капитан, еще полимарх. Там, короче, хватает. Ну и куда ты? Понял. Хорош. Я в курсе. Так, это есть. Сегодня придется умереть! Угут. Да неужели, друзья? Хоть что-то хорошее сделал. Фу. Копье. Украшенный посох. Подожди, а печать разве нам не дали, что ли? Вот, убил этих наемников, кто меня заказал, и в итоге упала... Как это, шкала? Ого. Держи. Бич Спарты. Так, а мне осталось один припас сжечь и 2 сокровища найти. Сейчас пойдем всех тут. Ты куда ты, факел? Ты что ж ты? Поехали, работаем. Ого. О, разорались там. Друг другу крикнули в ухо и погнали. Присели. Так, подожди. Мне надо Икара вызвать. Вон, сокровище я забыл забрать. Вот сокровище. Понял. Вперед за сокровищем.
Бронзовый нагрудник и прямо, да? Ну не тормози. Еще идет один. Ну, слезь ты, елки, хватит. Блин. Что-то отклик пошел от игры долгие. То есть нажимаю. Он какое-то время ждет, потом только. Волки, фас, он того. Это все он. Один за меня, один против меня. Хорош, хорош. Мы справились, друзья. Финальный факел. И я сгораю от огня, начинаю все сначала. Ух. Уходим отсюда. Просто уходим. Так, птицу. Ищем птицу. Это гора Тайгет. Не, навряд ли я сейчас буду искать ее. Сейчас попробуем. Улучшить копье мы можем. Поговорите с Мирин. Поговорите с Брасисом. Брасисом, блин. Жесткая крепость. Ну, сама крепость-то не жесткая, а жесткие то, что 3-4 наемника, блин, залетают. И пока... Ну, тут надо было сразу мне идти этого убивать, культиста. Культиста бы убил, и тем самым на меня меньше бы охоты было. Так, а где он? Подожди. Вон он. Остановись ты. Благодарю. А почему именно с Браситом, а не с Мирин? То есть у них из-за того, что разные планы, что ли, как его вывести на чистую воду, этого культиста? Ладно. Че ты за убежище Архонта? Тут должны быть доказательства. Ты здесь. Значит, Лагос жив. Что это за место? Лагос очень известный человек в Аркадии. Здесь он ведет более личные дела. Объясни, к чему защищать того, кто хочет убить меня и мою мать? Я давно знаю Лагоса. Однажды он спас моих солдат от голодной смерти. Для этого человека поступать столь бесчестно немыслимо. Что ты хочешь найти?
Если узнаем, кто стоит за Лагосом, не придется проливать кровь. Разве спартанцы не пьют кровь на завтрак? Крови мне хватило на всю жизнь, но надежда жива. Ты размяк, Брасит. Когда Леонид пал в битве при Фермопилах, мы все сплотились против общего врага. Афиняне, спартанцы, все сражались плечом к плечу. Против персов, да? Дела. Тут кто-то есть. За тобой следили? Нет. Хорошо. Принес письмо от Лагоса. Да. Отнесем его к обгоревшему дереву у золотых полей. Там его заберут и передадут в убежище. Письмо от Лагоса? В нем могут быть ответы. Пойду за ними, а ты обыщи дом. Так, тихо, тихо, тихо. Откройте карту. И куда мне, В золотых полях. Ну, где-то здесь. Обгоревшего дерева. В золотых полях возле обгоревшего дерева. Но это, возможно, вот это. Ты что, блин, офигел, что ли? Бессовестный. А где тут, подожди, сокровище? Вижу. Че, нашел что-нибудь? Копье достал. Я только не понял, куда он пошел. Ты, говорит, от Лагоса там письмо принес и куда-то ушел. Ну да, в принципе, правильно. Вы находитесь близко к цели, хорошо. Ты чего? Катюнь. Проснулась, что ли? Дремала бы. Я сейчас сдохну. Как же тут скучно. Радуйся, что ты здесь, а не возле дома у входа в убежище. Скорее бы уже это плотяки. Здесь чужак! Не пускайте чужака! Твоя последняя ошибка. Блин, вот это щитовик, конечно, да. Все разборы... Не все разборы. Уже второй разбор идет возле дерева. Опа. Что ж ты? Так, покушать. Ну все, там нет
Нет, там еще идут потихонечку. Меня забрали вместе с семьей Лагоса. Думаю, Ага. конец. Где они? Под землей. Их охраняют. Иди, расскажи все моему другу Брасиду. Он в старом доме, к северо-востоку от Тегеи. Хорошо. Тебя прислали сами боги. Так, ладно. Мы ее спасли. Под землей? То есть Лагос типа нормальный боец, только его схватили. Понятно, и удерживают. Как и Брасид, в принципе, сказал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Волка, копье. Короче, дел очень много. Копье еще можно улучшить. Волка замочить. Сейчас еще уровень будет. Потихоньку, помаленьку. О, так, ладненько, друзья, давайте, да, на сегодня нормально погоняли, побили врагов. Пора бы отдохнуть, так сказать, правда? Так мы с вами сделаем. Вот. Всем большущее спасибо. Да, убили культистов, убили босса. Но второго я не осилил. Немножко надо было подкачаться. Некие задания. Немножко продвинулся по сюжеточке. Вот. Завтра с вами встретимся, ребят. Где-то, я рассчитываю, часа 3-4 по московскому времени днем. Вот, и продолжим. Спасибо еще раз, что поддержали, что зашли, нашли время. Здоровья вам, удачи там и хорошего времени суток. Давайте, всем пока.